Воспользовавшись случаем, армия людей захватила замок повелителя демонов, и с тех пор людям больше не нужно было бояться повелителя демонов. Однако, чтобы помешать людям продвинуться вперед, раса демонов организовала великое собрание, чтобы найти кандидата на вакантную должность повелителя демонов. Один из 4 небесных королей, Верми, взял на себя ответственность за это собрание. Во главе с ханом стоит его заместитель. После недавнего предварительного раунда было много кандидатов, которые казались особенными и обещали быть даже сильнее, чем побежденный бывший повелитель демонов. Хан собрал фотографии с недавнего предварительного раунда, и самым заметным персонажем был Хелк, который был героем-человеком. Услышав это, Верми заметно запаниковал, удивляясь, почему к соревнованиям допустили человека. Из-за правила недискриминации и из-за того, что Хелк заявил, что ненавидит человечество и хочет его уничтожить, ему разрешили участвовать. Однако Верми считал, что это было притворство, и боялся, что если они ничего не предпримут, то все они окажутся в опасности. Хан не беспокоился, потому что Хелк подписал контракт, который запрещал участникам причинять вред кому-либо за пределами конкурса и наоборот. Верми был обеспокоен тем, что Халк хотел использовать контракт, чтобы навредить всем потенциальным кандидатам в повелители демонов, но Халк сражался честно и уважал своих противников. Верми все еще верил, что никто не примет человека в качестве повелителя демонов, но все, кто наблюдал за соревнованиями, признавали его. Верми думал, что все они были слишком невежественные, она проигрывала людям снова и снова, и она была так зла, что взорвала замок. Теперь у нее не было возможности устранить Хелка, потому что он достиг 99 уровня. В то время как 4 небесных короля, как и она сама, даже не достигли 80 уровня, она была в растерянности, не в состоянии придумать решение. Так вот, хан предложил заставить Хелка сыграть в карточную игру строительства башни, но при этом жульничать, раздавая ему скользкие карты. Верми не был уверен, что этот метод сработает, поэтому хан пообещал найти любой возможный способ. На следующий день подчиненные Верми сотрудники разведывательного отдела отправились собирать информацию о герое Халке. Тем временем Верми отправился посмотреть соревнования по строительству карточной башни, как обсуждалось ранее. В этом конкурсе было всего 10 мест, так что тем, у кого не было таланта в этой области, не повезло. Хелк боролся изо всех сил и ничего не смог построить, так что Верми думал, что он наверняка проиграет. Однако через некоторое время Хелк хлопнул в ладоши и вызвал сильный порыв ветра, который снес чужие башни и быстро построил свою собственную. Все подумали, что Хелк нарушил правила, мешая другим, но прежде чем Верми успел объявить об этом, молодой человек по имени Кен встал и начал спорить, что соревнование заключалось не только в постройке карточных башен, но и в защите собственной башни. Интерпретация этого молодого человека была настолько сложной, что даже Верми до этого не додумался. Все сочли ее убедительной, и их умы открылись. Но девочка по имени Хуга раскусила ложь Кена. Так что из соревнования по раскладыванию карт все решили превратить это в борьбу, чтобы разрушить карточные башни друг друга. Верми подумал, что Хелк намеренно устроил это, чтобы заставить участников сражаться друг с другом. Но хан посоветовал ей не переусердствовать. Тем временем Иста связалась со своей сестрой Истой посредством телепатии и сообщила ей, что нашла некоторую информацию о Хелке. Вернувшись на соревнования, Верми позже организовала другие конкурсы, такие как шахматы, в которых победила ХК, и скульптура, в которых также победила ХК. На следующем кулинарном конкурсе она решила сама выступить судьей и раскритиковать блюдо ХК. Но ХК приготовила для нее очень большое и ароматное мороженое, которое она не смогла заставить себя раскритиковать. ХК искренне заявила, что раса демонов была очень интересной. Верми ушла расстроенной и увидела плакаты с несколькими кандидатами, которые, как она поняла, так и не появились. Ей сообщили, что все эти кандидаты потерпели поражение от Гонконга. Вечером, когда Верми ломала голову над тем, как устранить угрозу по имени Гонконг, неожиданно пришла Иста, чтобы сообщить информацию, которую нашла Аста. О том, что Гонконг стал катастрофой для человечества. Он убил своего собственного младшего брата, и он также был героем, который победил бывшего повелителя демонов. Верми был потрясен, задаваясь вопросом, не был ли он героем. На самом деле, эта эпоха породила двух героев, и теперь ХК показывал молодому человеку Кену фотографию его младший брат. ХК все еще думал о своем брате, в то время как Верми вскоре после этого узнал, что группа обошла 3 города и не нашла ни одного человека. В то же время хан тоже примчался сообщить, что замок другого повелителя демонов пал. Она не знала, как людям удалось победить его, но хан сообщил, что нападавшие были из крылатого батальона. Благодаря командиру, пожертвовавшему собой, чтобы позволить солдатам и мирным жителям демонов сбежать, всем удалось выжить. Бурме знала, что этот замок скоро станет мишенью, поэтому она поспешно подготовилась. Сразу после этого состоялись соревнования по скачкам на лошадях.
Хан приготовил для Хелка лошадь, которая выглядела очень подавленной. Когда все участники вышли на поле, лошадь Хелка больше походила на кошку. Верми беспокоился, что публика поймет, что они явно разыгрывают какую-то шутку. Но все думали, что это из-за того, что Халк был таким большим, что лошадь казалась меньше по сравнению с ним, и это заставило Верми задуматься, можно ли еще сохранить разум публики. Но вскоре после этого начались скачки. Все остальные побежали вперед, в то время как ХК и Кот оставались на месте. Все думали, что ХК уже ничем не поможешь. Кен думал, что ХК не повезло, что он нарисовал такую бедную лошадь. В то время как Хьюган знал, что это была уловка организаторов, Верми знала, что с Гонконгом покончено, поэтому она пошла с Ханом посмотреть на ведущих конкурсантов. Затем Гонконг услышал, как кошка вздрогнула от выстрела стартового пистолета. Но теперь, когда все успокоилось, он подбодрил кошку, сказав, что они одолеют других участников. Тем временем Хуга и Кен лидировали и соревновались друг с другом. Хан пообещал, что оба они будут наиболее подходящими кандидатами на должность повелителя демонов. Но это было еще не все, так как Хелк уже прибежал сюда с котом. Это не нарушало правил, поэтому Верми сказал Хану установить еще больше ловушек. Однако Хелк преодолел все препятствия. Только подвесной мост выглядел многообещающим, поэтому Хан приказал людям залить масло и установить взрывчатку. Но некомпетентный персонал поскользнулся на масле и взорвался, сами построили мост. Хан все еще думал, что без моста помощь не сможет переправиться, но он обнял кошку и перепрыгнул через него, побежав прямо впереди. Он был близок к тому, чтобы обогнать Кена и Хабу. Вскоре он обогнал их обоих, так что Кен решил спрыгнуть вниз и побежать босиком, как он. Он быстро догнал гонконгца, а затем финишировал чуть позади него. Кен думал, что он действительно бежал быстро, но гонконгец сказал, что если бы Кен бежал так же серьезно с самого начала, он бы уже проиграл. После этого гонконгец стал более дружелюбным с Кеном, в то время как Верми был очень расстроен. Но прежде чем она успела взорваться, пришла Иста и сообщила, что их разведка принесла новости. Ситуация в захваченном замке повелителей демонов такова, что в живых осталось только более 100 крылатых солдат и один, который, похоже, был их командиром. Кроме этого, они почти не предпринимали никаких других действий. Пришел один из 4 небесных королей Азура. Он был ранен, но все же пришел, чтобы подсказать Верми стратегию. Речь шла о предстоящем финальном соревновании. Он хотел поставить перед собой задачу вернуть замок повелителя демонов. Тот, кто уничтожит больше всего врагов и внесет наибольший вклад, станет повелителем демонов. Цель состояла в том, чтобы разобраться с этими крылатыми солдатами и выяснить, намерен ли Халк помочь расе демонов или нет. Если ты беспокоишься о том, что Халк нападет на других участников, у него есть кольцо завета, которое не позволяет участникам нападать друг на друга. Но чтобы быть уверенным, Верми решил присоединиться и лично проконтролировать. Если Хелк намеревался предать их, она рискнула бы своей жизнью, чтобы остановить его. Азура не хотела, чтобы Верми нес такую ответственность, но она так решила, а также потому, что Азура была серьезно ранена и нуждалась в отдыхе. В день соревнований Верми заметила, что все 4 финалиста были взволнованы предстоящей битвой, за исключением Кена. Он казался немного обеспокоенным, но приободрился, услышав о том, что супервайзер собирается прийти на помощь. Верми представилась, но под вымышленным именем. Халк и Хуга нашли ее знакомой и вспомнили, что она была судьей в предыдущем кулинарном туре. Аста теперь дышала свежим воздухом в мире людей и была разочарована токсичным воздухом в мире демонов. Она решила завершить расследование в ближайшее время, чтобы помочь улучшить мир демонов. Тем временем группа Верми все еще была на пути к тому замку. По дороге им пришлось столкнуться с монстрами, рожденными из токсинов. У Хьюги был шанс размять мышцы, но их все равно было слишком много, поэтому дядя участника, который пришел вместе с ними, сказал, что соберет монстров и уничтожит их сразу. Дяде нужно было всего лишь съесть фасоль, чтобы создать барьер. Но после того, как он съел фасоль, на создание барьера ушло бы 30 минут. Поэтому Верми так разозлилась, что вырвалась и расправилась со всеми сразу. Только тогда она поняла, кто она такая. Когда они прибыли на базу отдыха, Хелк побродила вокруг, прежде чем приготовить еду, а Огромен сообщил Кену, что сопровождающий их надзиратель на самом деле был одним из 4 небесных королей. Однако Хуга знал, что целью прихода Верми было следить за Гонконгом. Кен не совсем поверил в это и даже подумал, что Гонконг очень хорош. Верми подслушала и запретила им обоим говорить глупости в присутствии Гонконга и просто рассматривать ее как сопровождающего их руководителя. Тем временем в замке Лазурь услышала, что группа Верми все еще успешно продвигается вперед, но скоро войдет в туннель, полный монстров. Иста хотела послать людей, чтобы поддержать Верми, но Азура подумала, что отправка большего количества людей только еще больше помешает Верми. Кроме того, они не могли исключить возможность появления крылатых, так что им все еще нужно было держать здесь силы для обороны. Несмотря на эти слова, Азура все еще беспокоилась о Верми. В это время вся группа уже вошла в туннель. Кен постоянно помогал тем типам монстров, которые там обитали.
Постоянные выходки группы изрядно утомили Верми и Хугу. Внезапно появился чрезвычайно могущественный монстр. Это был монстр из Нового Света, нападавший как на демонов, так и на людей без разбора и становившийся сильнее после каждой битвы. Затем Хелк вступил в бой. Он бросился вперед и ударил его ногой, заставив отступить. И когда он вытащил свой меч, это было почти просто для вида, так как он ему был не нужен. После этого они смогли пройти мимо, но Верми хотела быть уверенной, поэтому она использовала магию, чтобы сжечь труп монстра, прежде чем двигаться дальше. Затем группа выбралась из туннеля, и Верми встретилась с агентом разведки. Этот человек открыл потайной ход в замок, чтобы вся группа могла войти. Верми прямо заявил, что тот, кто уничтожит вражеского командира, победит, но им не следует так сильно стараться, чтобы лишиться жизни без необходимости. Хуга по-прежнему стремился занять первое место и был крайне осторожен с остальными тремя. Все они казались беззаботными, но кто знает, может быть, они стремились к победе больше, чем она. Кен, однако, стремился помочь Хелку стать повелителем демонов, в то время как дядя просто хотел отомстить за генерала, павшего в этом замке. Халк был по-настоящему беззаботен, в то время как Верми вспомнила свой разговор с Азурой о том, что он был ранен подобным образом из-за того, что устроил ловушку для Халка в замке. Замок старого повелителя демонов. Но это было не потому, что Халк напал на него, скорее он попал в свою собственную ловушку, вот почему он оказался таким. Он также был тем, кто представил Халка на этом турнире. Несмотря на то, что он сам попал в свою ловушку, если бы Халк серьезно сражался с ним в то время, он, вероятно, уже вознесся бы на небеса. Теперь группа действительно проникла в замок побежденного повелителя демонов. Верми хотела, чтобы группа разработала стратегию, но все только раздражали ее, заставляя кричать и предупреждать солдат. Затем они встали и начали сражаться. Их Хьюго был первым, кто бросился в атаку, целясь в командира. Все остальные тоже выбежали, и Хелк тоже вступил в бой. Но как только командир нацелился на Хьюго, он тут же бросился к ней и отрубил одну из ее рук. Дядя в это время тоже боролся, но только блокировал атаки, так как не мог контратаковать. Командир уже собирался прикончить Хугу, когда его остановил ХК. ХК узнал в нем знакомого и тоже снял шлем. Это был Эдди, старый знакомый ХК. Он объяснил, что эта форма была результатом пробуждения людей, но процесс пробуждения таким образом был очень болезненным и неприятным. Однако взамен люди получали силу, подобную силе героев, и чем выше уровень пробуждения, тем больше сила. Но большинство из тех, кто не мог справиться с силой пробуждения, теряли рассудок. Сразу после этого прилетела стая крылатых солдат, чтобы помочь ему в миссии по уничтожению расы демонов. Пока он разглагольствовал о том, как он стал сильнее и уничтожит расу демонов, Хуга внезапно ранил его, и он потерял крыло. Он не понимал, почему у нее все еще две руки, и она объяснила, что ее раса обладает регенеративными способностями, что делает их почти бессмертными. Она также заметила, что эта группа все еще кажется очень слабой. Один из них попытался незаметно напасть на Верми, но был немедленно сожжен ею. Действительно, они, казалось, обладали силой героев, но все еще были трогательно слабы. Хуга намеренно потерял руку, чтобы сделать здешнего командира беспечным. Она не спешила лишать его жизни, но хотела посмотреть, что будет делать Халк. Хуга отняла у него еще одно крыло и даже посмеялась над ним за то, что он слишком слаб. В этот момент Верми поняли, что у них почти не осталось шансов сосуществовать с людьми, так что единственный способ для расы демонов избежать вымирания – это полностью уничтожить людей. Как раз в тот момент, когда Хьюго собирался прикончить Эдди, Халк вмешался, но не потому, что он был врагом, а по другой причине. Внезапно Эдди был казнен одним из крылатых солдат. Он понял, что что-то видел. Поэтому он сказал всем уходить, но весь замок внезапно рухнул. Затем группа Верми упала в самую глубокую часть замка, но его нигде не было видно. Группа заметила токсический барьер замка неподалеку, а над ним был барьер телепортации, созданный теми крылатыми солдатами. В случае успеха это привело бы сюда все человечество, чтобы вторгнуться в мир демонов. Но поскольку это, похоже, не удалось, это поглотило бы их и унесло в неизвестное место. Лысый дядя сейчас продемонстрировал свою полезность, создав барьер, который временно предотвратил бы их засасывание. Но этот барьер мог продержаться только некоторое время. Верми решил выйти и уничтожить камень, питающий врата телепортации. Она предприняла атаку, которая временно расколола камень. Когда она собиралась нанести более сильный удар, что-то попало ей в голову и ее засосало. Хелк спрыгнула вниз и побежала, чтобы схватить Верми, но она уже успела начать атаку, чтобы уничтожить камень. Однако ворота закрылись недостаточно быстро, поэтому Хелк схватил ее, и в результате их обоих затянуло внутрь ворот.
Когда Верми очнулась, она обнаружила, что телепортировалась на какой-то остров, а Хелк нигде не было видно. За день до того, как Верми отправилась в путь, она поспорила с Азурой по поводу того, чтобы отрезать свои длинные волосы. Азура была не согласна, но она уже приняла решение, так что они боролись за решение, и Азура была признана побежденной. Иста не могла стричь эти волосы, но Верми считала, что пока она жива, волосы будут отрастать снова, поэтому она не возражала. Азура проснулась и побежала искать ее, потрясенная тем, что Верми подстригла ее волосы. Новости о положении Верми быстро достигли дворца. Иста пыталась сохранять спокойствие, но Азура была шокирована до такой степени, что у нее пошла пена изо рта. Тем временем Верми осознала, что перед ней море, и ощущение, что она дышит в среде, почти свободной от токсинов, было чем-то таким, чего она не испытывала уже очень давно. Затем она отправилась на поиски еды и попыталась найти дорогу обратно в замок. Но она услышала стук молотка, поэтому пошла проверить и увидела, как Халк строит дом. Она не понимала, зачем Халк строит дом, и задавалась вопросом, собирается ли он жить здесь постоянно. Внезапно за ее спиной появилась птица. Она умела говорить и помогла Халку открыть для себя Верми. Она была поражена, думая, что Халк воспользуется этой возможностью, чтобы расправиться с ней, но он ничего не сделал. Он объяснил, что строит дом, чтобы им не приходилось спать в неудобных условиях. Поскольку они не могут сразу вернуться во дворец, они могут временно остаться здесь и подумать о том, как вернуться обратно. Но Верми подумала, что если она оставит Халка на этом изолированном острове, он больше не будет представлять угрозы для расы демонов. Затем пошел дождь, и Халк с птицей убежали в дом. Но Верми не последовала за ними, так что ему пришлось выбежать и отнести ее в дом. Как только она вошла в дом, Хелк заверил ее, что они могут использовать здешнее дерево, чтобы построить корабль для возвращения. Она без особого энтузиазма согласилась, но потом поняла, что ей нужно оставить его здесь навсегда. Но потом она на мгновение передумала. Почему Хелп решил рискнуть своей жизнью, чтобы спасти ее, и в итоге тоже оказался здесь? Если бы он действительно считал их врагами, он мог бы бросить ее. Или же, когда они прибыли сюда, у него было множество возможностей убить ее. Она постепенно начала думать, что Хелк действительно хотел помочь расе демонов. Азура теперь успокоилась и обдумала ситуацию. Действительно, если бы люди полностью превратились в героев, раса демонов была бы обречена. Так что сейчас первоочередной задачей было спасти Верми. Но хан считал, что они должны напасть на людей, на что Азура сказал, что он не в настроении сражаться, когда Верми в опасности. Так что Верми был главным приоритетом. А теперь где найти поисковую команду? Азура сказал, что у него есть заклинание поиска людей. Он разработал это заклинание во время своих приключений. Но чтобы произнести заклинание, ему нужна была часть человека, которую нужно было найти. Вот так волосы Верми и пригодились. Но у Азуры не было волос Верми, потому что когда она их обрезала, он попросил немного и был сожжен. Однако у Исты было немного волос, и она отдала их Азуре, чтобы она ими воспользовалась. Затем он поместил волосы Верми в деревянную статуэтку и произнес заклинание, которое заставило ее двигаться по карте. Удивительно, но она исчезла с карты, оставив всех в недоумении. В этот момент Эста получила известие и поняла, что это были закрылатые люди, которых видела женщина. Несмотря на непосредственную опасность, Эстер все равно пыталась собрать как можно больше информации. Тем временем Верми сидел на рыбалке и размышлял о действиях Гонконга. Почему он помешал Хуге убить командира? А теперь он даже спас ее. Может ли быть так, что ХК считал ее все еще ценной для эксплуатации? Если это так, то она беспокоилась, что если ей придется противостоять Халку сейчас, поражение будет неизбежным, и вся оставшаяся надежда должна быть возложена на Азуру. Но она ни капельки не доверяла ей, поэтому предпочла продолжить, чтобы вместо этого попытаться переманить Халка сюда, погрузившись в свои мысли. Птице пришлось напомнить ей, что рыба клюет, чтобы она могла подмотать удочку, но из-за неопытности она позволила леске оборваться. Я помог голубю спуститься за рыбой, но он вынырнул, обнимая какое-то существо, которое, по словам птицы, было ядовитым и несъедобным. В ту ночь они оба отправились домой спать, а на следующее утро Верми проснулась и увидела, что расставленная ею ловушка осталась нетронутой. Внезапно кто-то постучал в дверь, и когда она открыла ее, там была свинья, похожая на Нанна. Этот человек принес ей еду, но съел большую ее часть, поэтому она позволила ему съесть остальное и спросила, кто велел ему принести ей еду. Там сказано, что деревенский староста тоже дал такое указание. Она хотела увидеть свою деревню. Вот оно и привело ее туда. Это было совсем не похоже на деревню, всего несколько домов, расположенных близко друг к другу, и на острове жили только такие жители, как эти. Они вдруг стали бояться незнакомцев, таких как Верми, и внезапно прилетела птица, чтобы сообщить ей, что Хелк планирует сделать лодку. Обеспокоенная тем, что Хелк нашел способ вернуться, она побежала к морю и обнаружила его с топором в руках и спускающим луч света. Он размахнулся и слегка срубил несколько деревьев,
но топор разбился вдребезги, поэтому он переключился на рубку деревьев голыми руками, прямо как в той игре с кубиками. Затем он заметил Верми и птицу. Верми спросил, знает ли он дорогу назад, но он сказал, что просто готовился заранее. Затем она что-то отправила и убежала. Позже она обнаружила древние руины в море, а птица ничего не знала об этих вещах. Хёлк закончил делать лодку, но она больше походила на плот, чем на лодку. Внезапно кто-то, назвавшийся деревенским старостой, пришел, чтобы встретиться с Хелком и Верми. Им обоим пришлось последовать за ним, и Хелк тоже казался осторожным, что заставило Верми задуматься, насколько опасен этот старик. Затем их окружило множество людей в черной одежде, но сразу же после этого все жители острова сняли свои плащи. Желая удивить Верми, все они поприветствовали двух гостей на этом острове. Хёлк уже знал об этом и тоже был вовлечен в этот план, но это не сильно удивило Верми. Затем группа организовала вечеринку, и староста деревни был счастлив, что эти двое привнесли на остров новую жизнь. Верми поблагодарила их за кровать и пижаму, которые Хёлк одолжил для нее. Что касается обратного пути на материк, вождь не знал, потому что никогда не задумывался о том, как покинуть остров, но он верил, что ведьма должна знать. Ведьма в настоящее время проводила исследования на другом острове, и поскольку эти дети здесь часто беспокоили ведьму, этот человек должен был воздвигнуть и барьер для мирных исследований. Через 2 дня этот человек спустится с горы, чтобы они могли спросить о направлении на материк. Затем Верми поиграл с жителями острова, от веселых игр до рыбалки. В конце концов, Верми стало это раздражать, потому что она не могла им отказать, и ей нужно было уединение. Халк думал, что большинство людей, которых он встречал, были хорошими людьми, поэтому она предупредила Халка о плохих людях в мире и о том, что в этой расе демонов их тоже немало. Халку было грустно слышать все это, но она не хотела говорить резких слов, только чтобы предупредить его. Но он понял ее и налил ей тарелку супа. Теперь Верми спросила, почему он спас ее, и он признался, что благодарен ей за то, что она приняла его в армию демонов. В то время он думал, что его отвергнут за то, что он человек, но его все равно приняли. Сейчас он чувствует себя очень одиноким, так как все его бывшие товарищи стали врагами. Верми спросил его об этом крылатом командире, и он сказал, что они с этим человеком были близки как братья и много лет вместе убивали монстров. Пока они разговаривали, стемнело. Халк захотел вернуться в свою комнату. Верми спросил его, готов ли он направить свой меч на себе подобных, и он был уверен, что именно это он и должен был сделать. Потому что эти крылатые воины больше не были людьми. Они были просто существами, которые подчинялись только приказам короля. Так что, будучи человеком, он бы покончил со всем, чтобы помешать людям привести к вымиранию все остальные виды. В то время Хуга и Кен все еще заманивали монстров, чтобы уничтожить их, желая избежать появления слишком большого количества монстров во время реконструкции. Однако в этот момент прибыла еще одна группа крылатых воинов. Эти трое казались довольно сильными. Они увидели, что Эдди, похоже, погиб, и заподозрили, что это произошло из-за недооценки противника женского пола. Хугер бросился в бой и сумел проскочить мимо владельца меча, целясь в лучника сзади. Но у нее также был меч, который нужно было блокировать, а маг, находившийся поблизости, без колебаний нацелился на своего союзника, чтобы атаковать Хугу, вынудив ее отступить. Более того, наверху их было не просто трое, а гораздо больше. Хуга решил выиграть время, чтобы Кёну удалось сбежать, так как он не смог бы сильно помочь, если бы остался сейчас. Поэтому он попытался использовать свою скорость, чтобы вернуться и доложить руководству. Но в этот момент Хан и Иста прибыли, чтобы поддержать его. Хан поднял щиты, чтобы блокировать атаки, в то время как Иста убивала любого, кто бросался вперед. Она хотела, чтобы группа ушла, потому что у них был план. Группа должна была последовать за Истой и убежать, а другая сторона решила оставить одного человека, чтобы прикончить остальных. Они преследовали группу до самого выхода, но их подкрепление состояло всего из 2 человек, младшей сестры Романа 11 из турнира и Азуры. Но Азура была лучшим подкреплением, чем кто-либо другой. По какой-то неизвестной причине он был в маске, но они знали только, что в этот момент он был очень зол. И предыдущий повелитель демонов и генерал жертвоприношений должны были в какой-то степени уважать его. Он носил маску, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь видел его сердитое лицо. Он все же дал этим людям шанс вернуться и продолжать жить с людьми. Но они пренебрегли мнением Азуры и поверили, что его разговоры о том, что люди и демоны когда-то жили вместе, были чепухой. Они категорически отказались слушать Азуру и следовали только за своим королем, поэтому они решили напасть на Азуру. У него тоже были подданные, которых нужно было защищать, поэтому он больше не утруждал себя убеждениями. Затем он создал массу древесных корней и связал всех десантников. Они не ожидали, что он окажется таким сильным, и думали, что он лидер демонической расы. Но нет, он был всего лишь одним из 4 небесных королей. По словам Хана, Азура мог свободно манипулировать деревьями на территории демонов, как живыми, так и мертвыми.
Если вдуматься, то он, возможно, самый слабый из 4 небесных королей. Но если бы на поле боя были деревья, он бы никого не боялся. Он не хотел убивать их и все же дал им шанс сдаться и вернуться, но они отказали ему. Внезапно в их сторону полетела стрела, и Азуре пришлось заблокировать ее. Крылатые солдаты на стене наверху выпустили целый град стрел. Хан поднял щиты, чтобы защитить всех, в то время как Азура укрылась за деревьями. Но стрелы были направлены не только на них, но и на захваченных крылатых существ. Хука видел, что это было похоже на Эдди, который тоже был убит копьем союзника. Они все смирились со своей смертью и поверили, что что-то собрали. Хотя они пробудились и все еще терпели сокрушительное поражение, они признали, что раса демонов была очень сильна. По словам владельца меча, они не боялись смерти и рассматривали это только как полезный опыт для следующего раза. Потому что они могли перерождаться снова и снова, и независимо от того, насколько сильна была раса демонов, они не могли противостоять постоянным атакам. Затем они умирали и превращались в огоньки, которые улетали прочь. Действительно, все эти крылатые воины были воскрешены обратно в божественный храм перед царем людей. Прежние командиры также были воскрешены здесь, и Иста пробралась туда, чтобы собрать больше информации. Группа Азуры сейчас отдыхала в барьере Ханса, и Иста отчиталась перед Истой. Судя по полученной информации, эволюция способности людей к воскрешению была верной, но сейчас им не следует паниковать. Затем они определили приоритеты, и поиск Верми по-прежнему стоит на первом месте, а Хелк в самом конце списка. Люди не занимали слишком высокого места с точки зрения опасности, поскольку Хуга сражался с ними и обнаружил, что на самом деле они не настолько сильны, чтобы им приходилось бороться. И даже если бы они могли воскрешаться каждый день, это не было бы слишком большой проблемой, поскольку они привыкли ежедневно уничтожать монстров. Однако, если бы эти воины могли постепенно становиться сильнее, это стало бы реальной угрозой. Но Азура не слишком беспокоился, потому что у него был способ аннулировать эту способность к воскрешению. Потому что ни одно живое существо не может жить, не столкнувшись лицом к лицу со смертью. Так что это воскрешение было вызвано заклинанием, и им просто нужно было устранить того, кто создал это заклинание, чтобы решить все проблемы. Другими словами, им пришлось иметь дело с королем людей. Ранее он уже сталкивался с героем, обладающим способностью к воскрешению, и узнал, что король героя был тем, кто произносил заклинание. Так что, судя по информации, которую нам там сообщили, этот случай был похож. Это также было примерно похоже на контракт, который он заключил с кандидатами на недавнем конкурсе. Но контракт, который герои заключили с королем, может быть во много раз сильнее, чем у него. Иста задавалась вопросом, почему король-человек был таким могущественным, и Азура рассказала, что король тоже был одним из пробужденных героев. Но не боевого типа, а скорее вспомогательного. Если бы они увидели, насколько силен был Халк, они бы поняли, что король был не менее могущественен, чем Хелк. Хан беспокоился о том, смогут ли они победить этого короля, но теперь они должны были попытаться, даже если это казалось невозможным. Азура попросила всех вернуться в разрушенный замок, чтобы защититься от предстоящего нападения. После этого они подготовят элитную армию, которая отправится в поход и вернет замок бывшего повелителя демонов, который ранее попал в руки людей. Затем начнется реконструкция замка. Кёну не очень нравилась война, и он спросил Лысого Человека, почему две расы не могут посоревноваться, чтобы решить свою судьбу. Поэтому он спросил Кена, смирится ли тот с тем, что его соплеменники умрут только потому, что проиграли соревнования, что очевидно неприемлемо. Иста теперь беспокоилась о своей старшей сестре, потому что Аста предупредила ее, чтобы она не была безрассудной. Но, похоже, это предупреждение было напрасным. Хьюга сказала ей не волноваться, потому что Аста тренировалась вместе с ней раньше, так что у нее было достаточно боевого опыта. Азура и Хан уже ходили к закрытым воротам раньше. Азура подумал, что он мог бы создать маленькие врата, чтобы отправлять предметы и сообщения Верме. Затем ему удалось открыть маленькие врата и пропускать предметы через них. Хотя он и приоткрыл их совсем чуть-чуть, силы Азуры были настолько истощены, что он почти потерял сознание. Ему оставалось только надеяться, что Верми получит сообщение. На другой стороне синяя птица, пролетая мимо пляжа, нашла вещи, которые прислала Азура. Тем временем Верми пыталась приготовить что-нибудь такое же вкусное, как у Хелка. У нее все равно ничего не получалось, а когда Халк захотел попробовать, она ему не позволила, потому что еще не была удовлетворена. Затем птица принесла дрова, и Верми убедил ее подбросить их в огонь до того, как он погаснет. Поэтому она бросила сообщение Азуры в огонь. И печку тоже. Теперь Верми понял, что на Хелке лежит очень большая ответственность. В первом классе он показался ей слишком подозрительным, но после того, как она услышала его историю, ее мнение о Халке изменилось. Она никогда не думала о том, что ей придется наставлять меч на товарищей, как Халку пришлось сейчас. Внезапно к ней подбежал парень с розовой свиньей и сообщил, что ведьма спустилась с горы,
так что Верми поспешила обратно и попросила его сообщить об этом Халку тоже. Когда она добралась туда, то услышала, что ведьма вернулась на гору. Она винила себя за то, что бежала медленнее ползущей черепахи. Но Халк тоже вернулся, и свинья извинилась за то, что заснула по дороге, чтобы сообщить об этом Верми. Но деревенский староста сказал, что он рассказал ведьме о них обоих, поэтому они должны подняться на гору, чтобы найти ее, так как ведьма убрала барьер. Он попросил синего птица, которая будет направлять их обоих. Теперь мы знаем, что это птица Дуолинго. Я просто шучу, это Крошка. Когда они поднимались на гору, Крошка предупредила их обоих, чтобы они не злили ведьму. Верми не был уверен, знает ли ведьма обратную дорогу на континент или нет, но у них не было другого выбора, кроме как рискнуть. Затем они втроем увидели дом ведьмы, и там было странно мрачно. Но когда они постучали в дверь, оттуда вылетела еще одна синяя птица. Верми подумал, что это и есть настоящая ведьма, но на самом деле ведьма стояла за всеми тремя из них. Пиви назвал ее бабушкой, и она несколько раз пощекотала его. Ведьма услышала их историю и решила показать им дорогу обратно на континент. Им нужно было идти на северо-запад, чтобы вернуться на континент, с которого они пришли. Верми понял, что существует несколько континентов, и удивился, откуда ведьма узнала, откуда они пришли. Но если оставить это в стороне, ведьма сказала, что вернуться на континент будет очень трудно. Им нужны были провизия и крепкий корабль, чтобы противостоять морским штормам. Им также нужно было существо, которое могло бы определять направление в случае потери видимости. А существо, о котором она упоминала, было морским оленем в этой книге. Когда они потеряют направление, им следует выпустить его в море, и это поможет им понять, в какую сторону идти. Вспомнив, что Хелк поймал это существо на днях, Верми сказал ему пойти поискать его еще раз. Он вспомнил, что видел это существо в море сегодня утром, и пошел проверить. Ведьма велела Верми остаться здесь на одну ночь. Верми хотел узнать, кто эта ведьма на самом деле, и не может ли она быть с их континента. Ведьма не хотела ничего раскрывать, только посоветовала Верми быть осторожнее с Халком, так как он оказался более опасным существом, чем она себе представляла. На данный момент Халк будет ее союзником, но неизвестно, надолго ли. Поскольку путь Хелка теперь был полон тьмы, надежда исчезла, и у него не было другой цели, кроме уничтожения людей. На следующий день они официально отправились обратно на континент. Все жители острова пришли попрощаться с ними. Ведьма подарила их лодке волшебную коробку, чтобы та двигалась, при условии, что если она сломается, им придется грести вручную. Когда они уходили, Верми вспомнила слова ведьмы о том, что она должна стать не пламенем, сжигающим союзников, а скорее светом, освещающим темную сторону Хелка. Тропинка. Однако она верила, что исход битвы будет зависеть только от Верми. По дороге Хелк воспользовался возможностью наловить немного рыбы, в то время как Верми, осматривая корабль, обнаружил, что Крошка тоже увязалась за ним. Оно сказала, что хочет исследовать мир, но Верми настоял на том, чтобы вернуть его на остров из-за предстоящего опасного путешествия. Однако Крошка принесла письмо от ведьмы, в котором она просила Верми отпустить Крошку с собой, так как она привыкла к опасности и может помочь Верми сохранять спокойствие. Ведьма предложила, чтобы если Верми почувствует стресс, она легла на животе Крошки, что очень расслабит ее. Халк тоже хотел, чтобы Крошка осталась, так что Верми пришлось уступить. Вскоре они столкнулись с морским чудовищем, которое вынудило Верми активировать двигательное устройство, чтобы быстро сбежать. Когда они были уже довольно далеко, Верми снова захотел вернуть Крошку. Но Хелк решил, что они зашли слишком далеко, чтобы возвращаться, и сказал, что он сам сможет защитить Крошку. Так что группа продолжила свое путешествие и через несколько дней вошла в Туманное море. Хелк выпустил оленей в воду, которая потащила их в противоположном направлении, помогая лодке найти правильный путь из тумана. Вскоре после этого группа попала в шторм, и Верми пришлось бороться, чтобы выбраться из водоворота. Морское чудовище снова нашло их, и Хелк воспринял это как вызов. Он сделал выпад, чтобы ударить его, но осьминог был невозмутим и вместо этого поймал Хелка. Ему пришлось спасаться бегством, и Верми хотел использовать магию, чтобы помочь ему. Но если бы она не приложила достаточно магии к двигателю, лодка попала бы в водоворот. Халк сказал ей, что с ним все будет в порядке, и он может продолжать движение. Затем она вывела лодку из водоворота, в то время как осьминог крепко схватил Халка и утащил под воду. У Верми не было другого выбора, кроме как идти вперед. На следующее утро шторм утих, и она смогла увидеть континент. Когда она достигла суши, то с удивлением обнаружила, что Халк уже ждет ее. Халк объяснил, что когда монстр потянул его вниз, ему удалось спастись, выплыть на поверхность, и увидев сушу, он пришел сюда, чтобы дождаться ее. Более того, у него все еще была цель, которую нужно было достичь, так что он не погиб бы таким глупым образом. Верми попросил Хэка больше не совершать подобных глупостей, и он согласился. Верми хотела, чтобы он помог ей распаковать вещи, но Пиви хотела, чтобы она сначала отдохнула, поэтому она позволила себе расслабиться. А затем распаковала вещи вместе с Хэка и выпустила оленя. Они не успели далеко уйти, как попали в засаду. Появились несколько членов клана демонов, чтобы схватить их. Верми поняла, что это могут быть люди из местного племени, поэтому она согласилась с тем, что ее схватили,
так как ей также нужна была карта местности. Эти люди казались порядочными, поэтому никто не хотел сопротивляться, и они позволили увести себя. Эти 3 человека привели их в свою страну, которая находилась в состоянии нищеты и несчастий. Судя по тому, что они слышали, это было племя Алиху, которое в настоящее время подвергается вторжению и эксплуатации со стороны племени Тутман. Раньше в племени Тутман было всего 50 человек и не было лидера, но с тех пор, как к власти пришел король, они стали сильнее и начали вторгаться в другие места. Люди были прокляты и не могли сопротивляться. Им приходилось захватывать таких людей в качестве дани уважения Тутману, чтобы помешать им пытать своих соотечественников. Появилась принцесса Элиу и решила, что захватывать людей и подчиняться Тутману неправильно. Поэтому она приказала 3 солдатам освободить группу Вермезе. Но как раз в этот момент появился Тутман. Принцесса велела группе Вермезе временно спрятаться. Затем все 3 увидели сцену, когда король Тутман пытает принцессу, и решили, что они устали завоевывать другие племена и отныне будут убивать только тех, кто встанет у них на пути. Он предоставил принцессе выбор: либо заставь ее народ сражаться за него, либо он уничтожит их всех. Она хотела отказаться, потому что ее народ больше не мог сражаться, но ему было все равно, и он заставил помощь вмешаться. Затем он ударил солдата Тутмана, отправив его в полет, в то время как Верми использовал магию, чтобы заставить солдат Тутмана держаться подальше от народа Илиху. Она хотела, чтобы ей помогли справиться с ситуацией, в то время как она будет защищать людей. Затем король послал своих солдат в атаку, но помощь отбросила их всех, стараясь использовать достаточно силы, чтобы никого не убить. Видя, что его солдаты бесполезны, король бросился в атаку сам, вложив магию в кулак и нанеся удар, который создал облако дыма. Он подумал, что с Халком покончено, и подошел к Верме, сказав, что она была храброй, бросив ему вызов и спросив, из какого она племени или страны, чтобы он мог уничтожить ее. Но она сказала ему победить Халка первого, прежде чем сразиться с ней. Он подумал, что она бредит, так как считал, что уже имел дело с Халком. Но это он был помешанным, потому что Халк все еще стоял у него за спиной. Халк сказал, что тот удар был похож на царапину, и даже сотни таких ударов не причинили бы ему вреда. Затем король в гневе несколько раз ударил Халка кулаком. Но после того, как дым рассеялся, он все еще стоял на ногах. Халк решил показать ему, что такое настоящий удар кулаком, и всего одним апперкотом отправил его в полет на большое расстояние. Он скорректировал свою силу, чтобы сохранить сознание короля после этого удара. Он хотел, чтобы король снял проклятие, которое он наложил на народ Илайху, и покинул это место, но король разозлился и потерял контроль над собой. Его рука стала огромной, и он ударил Хелка, оттолкнув его назад. Затем его тело раздулось, и он поклялся уничтожить Халка. Теперь его сила стала аномально большой. Верми использовал технику, чтобы отрезать ему одну руку, но он смог ее восстановить. Халк знал, что этого парня больше нельзя спасти, поэтому он выпустил свое намерение убить, чтобы уничтожить его. Верми почувствовал это намерение и почувствовал себя неловко. Халку понадобился всего один удар, чтобы рука короля отвалилась и не смогла вырасти заново. Верми заметил, что он начал разрушаться, и понял, что за короткое время обменял свою жизненную силу на могущество, и, похоже, это был его предел. Затем он распался и исчез. Солдаты Тутмана восстали, и Верми подумал, что они собираются отомстить за своего короля, но вместо этого они поблагодарили их обоих. Похоже, они тоже боялись короля, но не осмелились восстать. Внезапно люди Элиху увидели свет, исходящий от них, и они оба пошли проверить. Крошка сообщила им, что люди внезапно начали светиться, и теперь они вернулись к своей первоначальной форме, милые и вежливые граждане, а не те уродливые формы, которые были у них раньше. Принцесса поклонилась, чтобы поблагодарить их обоих, и захотела узнать их имена, чтобы занести их в учебники истории Аллаха. Крошка выступила от их имени, и в ту ночь весь город устроил праздник. На следующее утро Верми принесла карту, чтобы отправиться на запад, потому что здешняя карта не распространялась на ее империю. Так что, возможно, в 2 больших городах на западе есть карта, ведущая в империю. Затем она спросила, где он находится, и он помахал на прощание людям Элиху, надеясь, что они смогут восстановить свою страну. Вскоре после отъезда Верми услышала от торговца, что 2 больших города, в которые она направлялась, были разрушены во время войны. Для получения более подробной информации им следует отправиться в маленький городок неподалеку и спросить об этом. Затем они втроем отправились в город, чтобы попробовать, и оказалось, что там полно корабейников. Неподалеку на улицах пела девочка, и Верми подумал, что она похожа на беженку из этих 2 городов. Потом она увидела картографический магазин, где была карта империи. Владелец магазина, увидев, что Верми действительно нуждается в ней, попытался завышать цену. Поскольку у нее не было денег с этого магазина, она попросила владельца оставить карту у себя и не продавать ее никому другому. Затем она пошла обменивать деньги и даже использовала минералы, подаренные принцессой Элиху, но смогла обменять только половину необходимой суммы. Внезапно неподалеку прошел кулинар
кулинарный конкурс, приз за который был достаточным, чтобы купить карту. Так что Верми поверил в кулинарные способности Хелка и выиграл денежный приз, но он беспокоился, понравятся ли его навыки местным жителям. Однако Верми все же решил зарегистрироваться, а затем заметил, что в этом конкурсе было много выдающихся участников, все из которых были хорошо известны в городе. Кулинарный мир. Так как в конкурсе участвовало много выдающихся участников, Халка почти не заметили. На этот раз испытанием была горячая травка. Верми пошел на кухню, чтобы помочь Хелку. Один участник готовил тесто для пиццы для конкурса «Горячий горшочек», в то время как другой участник с неровными зубами привлек внимание людей, поскольку планировал приготовить блюдо, которое удавалось очень немногим. Но потом все увидели, что Хелк стоит неподвижно, и подумали, что он в шоке. Однако на самом деле он резал овощи с невероятной скоростью, и большие куски летели в кастрюлю. Когда Верми почти закончил, он попробовал бульон и воскликнул, что он удивительно вкусный. Все были удивлены, узнав, что здесь есть скрытый хозяин. Верми сообщил им, что Хелк был лучшим участником кулинарного конкурса по выбору нового короля демонов. Парень с кривыми зубами увидел в нем сильного противника и еще больше разгорячился. Тем временем девочка-уличная певица случайно встретила крошку, которая потерялась. Она спросила, куда ей нужно идти, чтобы она могла отвезти ее туда. В то время конкурс подходил к концу. Ожидая, когда судьи выставят оценки, Верми увидела, что все были великолепны, и немного забеспокоилась. Затем судьи засчитали, что блюдо одного из участников было слишком острым, но ничего страшного. Один из участников приготовил пиццу, которая не соответствовала теме, но все равно была вкусной. Блюдо юноши с торчащими зубами было слишком сложным и не совсем удачным, но все равно вкусным. А что касается блюда Хелка, то о нем больше нечего сказать, как о превосходном. 10 баллов. Просто превосходно. Просто превосходно. Так что Хелк победил в конкурсе. Юноша с торчащими зубами потерял всякую мотивацию, но Хелк пришел подбодрить его. Поэтому он отдал Хелку свою книгу рецептов, сказав, что приготовит новое блюдо. 1. Верми только тогда заметил, что Пиви пропала, но она вернулась, и был потрясен, узнав, что конкурс окончен. Затем они втроем отправились к владельцу магазина и купили карту. Они примерно знали маршрут, но владелец посоветовал им не проходить через район с двумя разрушенными городами. Девочка, уличная певица, сказала, что это место опасное из-за темного героя. По ее словам, этот человек бродил по территории двух разрушенных стран, и если кто-нибудь войдет туда и столкнется с ним, вернуться будет трудно. Поэтому совет был в том, чтобы сделать крюк. Но Верми просто поблагодарила их за предупреждение, сказав, что очень спешит и не может сделать крюк. Хозяйка все же хотела посоветовать им обоим не рисковать своими жизнями. Затем эти двое ушли, позвав Крошку следовать за ними. Девочка перезвонила Крошке, чтобы что-то сказать, прежде чем отпустить группу. Вскоре все трое добрались до руин двух павших стран. Увидев такие огромные руины, стало ясно, насколько густонаселенным было это место когда-то, и, несомненно, многие люди погибли. Внезапно налетел порыв ветра, и Верми увидел, как появился темный герой. Как только она повернула голову, он мгновенно приблизился, заставив помощников оттолкнуть его. Она не понимала, как он мог быть таким быстрым, и чувствовала себя неловко из-за ауры, которую он не заметил. Это было похоже на ту ауру, которую она раньше ощущала от короля Тутмона. Затем она увела Крошку первого, оставив Хелка сражаться, к нему подошел другой и порезал ему щеку. Затем ему пришлось драться в одиночку, и Верми знала, что скоро ей придется вернуться, чтобы поддержать Халка. Он успешно сломал меч противника. Но прежде чем он успел обрадоваться, меч восстановился. Верми поместил Крошку в безопасное место и быстро вернулся к Халку. Она вернулась и запустила в темного героя огромным огненным шаром, но он совсем не пострадал. Так что Халк нанес еще один удар сзади, чтобы сбить его с ног. Но сразу после этого он исчез, а затем приблизился, чтобы снова ударить Халка. Верми ничего не понял и попытался найти стратегию, в то время как Халк продолжал сражаться и держаться. Она подозревала, что этим человеком кто-то управляет, поэтому она попыталась позвать на помощь, чтобы убежать, но он не слушал и продолжал бить героя кулаками. Внезапно появилась Крошка и спела несколько строк, отчего герой перестал быть таким разъяренным, как раньше. Хелк вернулся к Верми и извинился за то, что не услышал ее звонка раньше, так как был немного в панике. Крошка сказала, что песня, которую она пела ранее, ее научила предыдущая девочка, которая велела спеть ее, если они столкнутся с темным героем. Она спросила о ране Хелка, но он тут же согнулся и выздоровел. Герой теперь медленно уходил, и Хелк заподозрил, что с ним происходит что-то странное, поэтому он велел Верми следовать за ним. Затем все трое последовали за героем в храм. Они не были уверены, что внутри есть ловушки, но оставались осторожными. Герой теперь сидел на одном месте и говорил, что война стала причиной слишком многих бед.
В первом классе никому не нравилась война, пока не погибли их семьи, друзья и близкие. С тех пор две страны начали ненавидеть друг друга, и было применено темное проклятие, превратившее солдат с обеих сторон в отвратительных монстров. Монстры из обеих стран убивали друг друга, что в конечном итоге положило конец войне. Однако оставшиеся монстры потеряли рассудок, что вынудило людей и героев прибегнуть к помощи темных сил для борьбы с ними. Он пытался спасти как можно больше людей, но теперь он пал жертвой темной силы. Его тело начинает разлагаться, и он извиняется за то, что напал на них обоих, находясь в полубессознательном состоянии. Он замечает что-то в ХК и говорит ему, что у него есть довольно хорошее оружие. Он бросает свой меч ХК, полагая, что это поможет ему в какой-то момент. Он хочет, чтобы ХК не пошел по его стопам, а затем просит еще раз послушать песню, которую он пел ранее. Но странствующий певец пришел и воссоединился с героем. Это та самая маленькая девочка, которую он однажды спас. В то время, несмотря на то, что он потерял сознание, он все еще находил способ спасать людей, заставляя девочку очень уважать его. Халк хочет оставить этот момент для пары, поэтому он зовет Крошку и Верми продолжать. Затем они втроем отправляются искать место для ночлега. Крошка приглашает их обоих побегать на перегонки по этим разрушенным стенам. Верми отказывается, но Халк присоединяется к ней, так что она не хочет отставать и тоже участвует в гонках. Она все равно проигрывает Халку, и когда она оглядывается назад, то видит, что Крошка не смог перепрыгнуть через стену, поэтому он сбежал. Верми говорит Крошке не идти вперед, не глядя на дорогу, потому что сразу после этого Крошка оказывается в пасти монстра. В последующие дни армия людей постоянно атакует замок, защищаемый армией Азуры, а Эдди все еще зол и постоянно нацеливается на Хугу, но проигрывает. Все 6 раз он атаковал. Оборона армии демонов чрезвычайно надежна, так что потери практически равны нулю. Более того, они привыкли к этому, так что все очень рады следующей атаке после отражения армии людей. Однако, если армия людей действительно эволюционирует, это будет совсем другая история. Хан сообщает Эжа, что их стратегия захвата, а не убийства, постепенно прорабатывается и вскоре может больше не применяться. Но Иста приходит объявить, что уровни людей после этих недавних сражений постепенно повышаются, но самый высокий составляет всего 32. В то время как на стороне армии демонов лидеры число таких как Хуга увеличилось до 52. Так что можно сказать, что недавняя битва повысила уровень не только героев, но и их кандидатов в короли демонов. Азуре советуют отдохнуть, потому что за последние несколько дней он перенапрягся с заклинанием обнаружения. Хан несколько раз напоминал ему об этом, но он упрямо использует это заклинание каждый день. Юа использует заклинание обнаружения еще раз, и, к счастью, на этот раз местоположение Верми отображается на карте. Поэтому он быстро просит кого-нибудь принести карту сюда. На стороне людей командиры сейчас встречаются друг с другом, или скорее все кричат, чтобы поспорить. Светловолосому парню с мечом становится скучно, и он уходит, но внезапно чувствует незваного гостя и взлетает на поиски. Однако Асте удается вовремя сбежать, так что он думает, что, возможно, слишком много думает. Асти понимает, что они стали более чувствительными, поэтому она должна быть более осторожной, когда прячется. Тем временем Азура подготовила поисковую группу. Они все еще беспокоятся о Гонконге. Но Азура считает, что если Верми все еще с ХК в это время, то это показывает, что она в какой-то степени доверяет Хелку, так что они могут доверять только решениям и суждениям Верми. В это время группа Верми сталкивается с монстром в пустыне. Верми приходится самой прогонять монстра, вместо того, чтобы позволить Хелку справиться с этим. Затем группа решает разбить лагерь у скалы и дождаться рассвета. После последнего инцидента Верми беспокоится всякий раз, когда Халк дерется. Она боится, что Халк потеряет контроль над собой и станет угрозой расе демонов. Халк также замечает ее беспокойство и говорит ей поговорить с ним наедине позже. Затем Халк готовит ей напиток и отдает меч, который он хранил. Этот сломанный меч способен убить героя, и хотя он сломан, этого достаточно, чтобы лишить жизни такого героя, как он. Поэтому он отдает его ей, чтобы в случае, если он действительно станет ее врагом, она могла лишить его жизни. Но Верми отказался. Она признает, что с самого начала относилась к нему настороженно. Но после их приключений она переоценила Халка и поняла, что он надежный союзник, поэтому она не примет этого. Халк поблагодарил ее, но все же хотел рассказать ей, что произошло, а затем попросить ее выслушать его просьбу еще раз. Много лет назад, когда Халку было 8 лет, ему приходилось много работать, и он получал только буханку хлеба для своего младшего брата. Над его младшим братом Клесом издевались 3 дворян, из-за чего Хелку пришлось бежать назад, чтобы защитить своего брата. Но эти люди злоупотребляли своей властью, поэтому они начали избивать Хелка, а не Класс. У обоих братьев не осталось родителей после инцидента, когда монстры напали на их деревню и привели к многочисленным смертям.
Они оба пытались выжить, вот почему они приехали в эту столицу. И все же в столице были только такие люди, как этот. С такими бедняками, как они, обращались хуже, чем со скотом. И те, и другие были вынуждены жить в трущобах, где было грязно и не хватало нормальной еды. Но ради Хелка, пока его младший брат был в безопасности, он был готов терпеть все. Причина, по которой Хелк был готов терпеть побои ради своего брата, заключалась в том, что с юных лет он уже мог выполнять этот супервосстановительный трюк, который невероятно потряс Верми. Она не ожидала, что помощь пробудит его героические способности так рано. Издевательства продолжались и после этого, иногда их еду выбрасывали в канализацию, иногда их дома разрушали или сжигали, иногда эти дворяне крали их заработную плату. Но два брата не покидали столицу, потому что по сравнению с монстрами там, здесь все еще было намного лучше. Они оба оставались оптимистами, жили день за днем и лелеяли надежду, что когда-нибудь, когда монстров станет меньше, они отправятся в приключения, чтобы их не угнетали. Больше нет. Но вскоре после этого возникла большая проблема. Клесс стал сильно истощаться, почти умирая, и у Хелка не было возможности вылечить его. Хелк решил меньше таскать на спине, чтобы найти врача, потому что у него скопилось немного денег, но никто не хотел помогать меньше. Некоторые отказались, потому что оба брата были нищими. Другие думали, что Хелк украл деньги, потому что откуда у кого-то из трущоб могут быть деньги. Хелк тогда попытался подбодрить своего брата, чтобы тот держался, и когда он заметил, что КЛС потерял сознание, он стал еще настойчивее. Затем он побежал и стал умолять всех, кто мог помочь. Но людям было не только все равно, но они еще и повалили Хелка на землю. Благородная девушка спросила о ситуации и тут же убежала. Хелк почти потерял надежду, когда отец девушки, который был добросердечным дворянином, пришел и спас его. КЛС был спасен, и взгляд Хелка на дворян несколько изменился. Прошло много лет, и КЛС теперь известный рыцарь и лидер рыцарского отряда. Он совершил великие подвиги, убив множество монстров, и теперь ходит во славе и пользуется радушием всех горожан. Хелк сказал нам, что человек, который спас класс, происходил из семьи, которая долгое время поддерживала короля. Эми – дочь человека, который спас класс. По какой-то причине Эми часто приходила поиграть с двумя братьями, не обращая внимания на то, что они были из трущоб. И после того, как они начали играть с ней, травля значительно уменьшилась, потому что они думали, что оба брата были помощниками Эми. Но тот факт, что люди, живущие в районе трущоб, все еще подвергаются угнетению, не давал покоя CLS. CLS осознала, что если бы монстры были уничтожены, люди обратили бы внимание на угнетение бедных и восстали против этого. Так что CLS планировала записаться в армию пораньше, чтобы убивать монстров и спасать людей. С этого момента CLS начала изучать искусство владения мечом. День за днем в любую погоду. В 16 лет CLS записался в армию, и всего через 2 года его повысили до командира отделения. Отец Эми пришел найти Хелка и увидел, что прежний тощий парнишка стал воином, который легко справлялся с монстрами. И он заподозрил, что талант Клёса, возможно, превзошел его собственный. Он почувствовал, что Халк тоже обладает огромной силой, но Халк просто думал, что стал таким большим благодаря физическому труду. Его мастерство владения мечом и боевые навыки практически отсутствовали. И только сейчас он понял, что этот человек почувствовал силу, о которой он сам даже не подозревал. Из-за того, что после зачисления в армию классу часто приходилось выходить на улицу, чтобы убивать монстров, двум братьям было трудно проводить время вместе. Но они все равно пытались найти время, чтобы вместе пообедать, и Хелк заметил, что класс и Эми кажутся вполне подходящими друг другу, поэтому он решил сыграть роль свахи для них двоих. Они оба пошли на встречу с Хелком и увидели, что он улыбается. Затем все трое отправились ужинать вместе, и к концу трапезы Эми заснула. Лёс сообщил им, что скоро отправится в довольно долгое путешествие, так что пройдет некоторое время, прежде чем он сможет вернуться. Хелк решил подождать и приготовить любимое блюдо Клёса, когда он вернется. Спустя полмесяца после того, как Клесс отправился в свою экспедицию, монстры появлялись чаще, чем обычно. Армии пришлось набрать больше солдат, и Халк с Эдди присоединились к ним и на некоторое время покинули столицу. Во время своей первой миссии их группа столкнулась с необычайно сильным монстром, который как раз и был монстром Нового Света. В то время Халк осмелился только подумать о побеге, но поскольку его товарищи все еще были там, он не смог этого сделать. Халк отступил назад, чтобы сражаться, и вынужден был признать, что его атаки были невероятно сильными. Он был полон решимости выиграть время, чтобы его товарищи могли убежать, и постоянно получал удары. Но затем Хелк неосознанно начал наносить ответные удары монстру. Не имея навыков в боевых искусствах, он просто ударил наугад и, к счастью, победил монстра. Командир группы погиб, так что у Эдди не было другого выбора, кроме как позволить солдатам вернуться, в то время как он сам запросил подкрепление. Ведь он тоже был сыном лорда. Хелк попросил пойти с ним и помочь людям, если сможет.
3 дня спустя, когда Эдди вернулся в свой родной город, он обнаружил, что на него напали монстры. Хелк посоветовал ему забежать туда и оценить ситуацию. Они оба столкнулись с женщиной-воином, сражающейся с монстрами, и отправились на помощь. Все трое успешно отогнали монстров, но девочка была потрясена необычайной силой Хелк. Он также заметил, что она неплохо владеет мечом, и она показала, что держит в руках священный меч, чрезвычайно мощный меч. Она удивилась, как Хелк смог победить больше монстров, чем она голыми руками, несмотря на ее навыки владения мечом. Эдди позже познакомился со всеми в своем родном городе и узнал, что эта девушка и ее товарищи были наемниками. Ее звали Алисия, и она согласилась стать солдатом Эдди. Потом они отстроили город заново, и Алисия всегда призывала Хилка сражаться с монстрами, когда бы они ни появлялись. Эдди в основном оставался дома, вот почему он стал таким слабым в бою. Но несмотря на то, что те дни были напряженными, Хелк и все остальные были счастливы. Эдди был тем, кто придавал команде мотивации, в то время как Алисия всегда спасала своих товарищей в самые опасные моменты. Они были его лучшими товарищами. Но однажды у Алисии состоялся приватный разговор с Халком. Она призналась, что Халк был первым человеком, который, по ее мнению, превзошел ее. Он всегда обращал внимание на всех вокруг, в то время как она сосредоточилась только на враге перед собой. Если бы Халка не было рядом все это время, она, возможно, не сохранила бы всем жизнь до сих пор. Алисия сказала, что если бы все монстры были уничтожены, она все равно продолжила бы помогать приключениям вместе, вместо того, чтобы возвращать его в столицу ремонтником стен. 4 года спустя количество монстров ничуть не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Король в то время объявил, что источником монстров является король демонов, поэтому он назначил класс для борьбы с королем демонов. Верми знала, что ее король демонов не был источником этих монстров. Через 3 недели после начала занятий хорошие новости о победе Сиэлес над королем демонов распространились по всему королевству. Но Хелп не мог радоваться, потому что он побежал навестить своего брата, который был серьезно ранен в недавнем сражении. Он успокоил Эми, сказав, что Сиэлес скоро поправится. Доктор, который спас Сиэлес много лет назад, был великим мудрецом. Он извинился перед Хелком за то, что носил титул великого мудреца, но не смог помочь Сиэлес в недавней битве. Люди радовались, в то время как их герой был серьезно болен. С этим ничего нельзя было поделать, потому что только что наступил мир. Однако Алисия заметила, что несмотря на смерть короля демонов, количество монстров ничуть не уменьшилось. Ее опасения подтвердились, когда большая орда монстров приблизилась к столице. Услышав эту новость, испуганные люди отправились во дворец требовать, чтобы герой снова сражался, хотя они знали, что класс был серьезно ранен. Хелк не мог вынести, когда его брата оклеветали, поэтому он заподозрил, что король демонов, возможно, воскрес, и решил пойти сразиться с королем демонов еще раз. Халк вернулся в замок короля демонов и столкнулся там с Азрой. Они немного поссорились, и Халк спросил, почему Азра посылает монстров нападать на людей. Азра понял, что он не тот герой, который победил короля демонов. Поэтому она объяснила ему, что замок этого короля демонов изначально был создан для того, чтобы уменьшить количество размножающихся монстров. Разрушение этого замка привело к рождению большего количества монстров. Это было понятно, потому что людей с юных лет учили, что раса демонов – это зло. Азура отвела Халка к могилам, которые он сделал для тех, кто пал. Хотя она глубоко ненавидела людей, Азура рассказала, что раса демонов действительно хотела восстановить дружеские отношения с людьми еще раз. Затем Халк выслушал историю Азуры и узнал, что люди постепенно забыли о сосуществовании с расой демонов. Потому что люди постоянно конфликтовали, в результате чего цивилизация разрушалась и перестраивалась много раз. И так о сосуществовании постепенно забыли, в результате чего люди стали воспринимать расу демонов как врагов. Раса демонов много раз призывала к миру, но всегда терпела неудачу. Король демонов, которого победил Клес, также был королем демонов, который очень ценил мир. Халк тогда захотел вернуться и рассказать правду, и Азура сообщила ему, что скоро состоится конкурс по выбору нового короля демонов. Когда новый король демонов взойдет на трон, замок будет отремонтирован и воздвигнут барьер, чтобы предотвратить повторное размножение монстров. Халк позже рассказал, что когда он уходил, он услышал эхо голоса Азры, думая, что она желает ему добра, но Верми знал, что это был звук голоса Азры. Саморазрушается и попадает в свою собственную ловушку. Затем он вернулся в столицу и увидел там следы ожесточенной битвы. Хелк беспокоился о своих товарищах, поэтому он поспешил туда, чтобы снова встретиться со всеми. Все были живы, но получили ранения от переломов рук до потери зрения. Он спросил о том, что произошло, и узнал, что им пришлось сражаться с монстрами, не отступая, потому что дворяне слишком полагались на свой класс. Поэтому, когда пришла беда, они просто спрятались в городе и не осмелились выйти и сразиться.
К счастью, благодаря идее Алисии они смогли выстоять. После битвы они оба разозлились на трусливого командира, так что теперь они обратились с просьбой наказать этого командира. Они посоветовали Гонконгу встретиться с этими двумя, потому что оба с нетерпением ждали возвращения Гонконга. Тогда Гонконг понял, что эта страна не сможет обойтись без Клёса. Позже он услышал, что люди поймали нескольких представителей демонической расы, поэтому он отправился в море и обнаружил, что люди безжалостно забрасывают этих демонов камнями. Он встал, чтобы защитить их, и попытался объяснить людям слова Азуры, но его слова не имели никакого веса и ничего не изменили. Пришел отец Эми и предложил Хелку не позволять расе демонов обманывать его, потому что сразу после этого эти три представителя расы демонов превратились в монстров и напал на людей. Дядя верил, что это была истинная форма расы демонов, а Халк думал, что Азура обманула его. Сразу после этого появились три мускулистых воина, но Халк бросился вниз и расправился с этими тремя монстрами. Эдди и Алисия все еще были в безопасности и снова встретились с Халком. Вчера отец Эми объявил о появлении первых пробужденных воинов. Благодаря этим воинам в последующее время, несмотря на постоянные нападения монстров, никто не погиб. Хелк все еще беспокоился о том, что сказала Азура. Однажды его товарищи по команде застукали Эдди за ужином в ресторане для семейных пар, поэтому они предоставили Хелку и Алисии самим пойти туда, вместе пытаясь подтолкнуть их к тому, чтобы они стали парой. Хелк был довольно наивен, поэтому он только думал, что они поняли, что он волнуется, и хотели дать ему шанс побыть самим собой. Наедине с Алисией, чтобы поговорить. Он пригласил Алисию, и она была довольно застенчивой, но затем взволнованно пошла переодеваться. Он хотел, чтобы Эдди пошел с ним, но Эдди подумал, что Халк нервничает из-за отношений между мужчинами и женщинами, поэтому он все равно хотел отпустить его с Алисией наедине. Внезапно появился молодой блондин и захотел попросить Хелка о помощи. Этого молодого человека звали Зел, и он рассказал, что эта недавно пробудившаяся сила приведет страну к разрушению. Зел рассказал им правду о том, что эти воины были заключенными смертельного лагеря, на них ставили эксперименты и превратили в воинов. В ответ они потеряют свою человечность и станут марионетками для своих создателей. Двор планировал превратить всех людей, за исключением знати, в этих воинов. Этот план был разработан великим мудрецом и в конечном итоге был одобрен как отцом Эми, так и всем двором. Этот план можно было предотвратить, потому что великому мудрецу нужны были король и Клёст, чтобы произнести заклинание, которое превратит всех людей в воинов одновременно. За королем наблюдали в секретном месте, так что они могли только извлечь из этого меньше пользы, чтобы помешать осуществлению плана. Зел слышал о репутации Халка, о том, что он обладал силой более 100 человек, в одиночку победил 50 монстров и благополучно вернулся из замка короля демонов. Но Эдди пришлось поправить его, сказав, что на самом деле он был сильнее 500 человек, справился с более чем 201 на 1 с монстрами и вернулся из замка короля демонов без единой царапины. Зел рассказал, что Клес попросил его найти Гонконг, если что-то случится. Поскольку Клес верил, что Халк сильнее его самого, Зел склонил голову и попросил Гонконг помочь ему спасти людей и его лучшего друга Клёса. Алисия все слышала и решила протянуть руку помощи. Когда Хэка захотел сделать это в одиночку, Алисия отвергла эту идею и посоветовала ему больше полагаться на своих товарищей по команде. В ту ночь Зел устроил небольшой бунт, чтобы отвлечь солдат и облегчить им действия. Затем группа столкнулась с пробужденными воинами, с которыми было слишком легко справиться. Остальные трое были не настолько слабы, чтобы проиграть этой группе, так что они легко прошли. По пути Халк рассказал троим о деле Азуры, но все советовали ему не доверять этому так полностью, поскольку Азура могла выдумать это из-за беспокойства о силе Хэка. Однако Алисия предположила, что после этого они с Хака вернутся туда для подтверждения. Затем группе удалось проникнуть в комнату, где Лёс содержали в плену. Они встретились не только с Лёсом, но и с великим мудрецом, советом старейшин и прежде всего с самим королем. Король отдал только один приказ, и группа Алисии, стоявшая позади них, упала на колени и чуть не подняла мечи, чтобы умереть по приказу короля. Но Халк встал, чтобы остановить их. Королевское заклинание не повлияло на него. Так что старейшины хотели, чтобы великий мудрец что-нибудь сделал с Халком. Но их воины не могли причинить ему вреда. Поэтому великий мудрец отправил Клёса сражаться. Король отдал приказ, и Клес встал, чтобы сразиться с Халком. Халк не мог заставить себя сразиться со своим младшим братом, поэтому ему оставалось только увернуться и позволить Классу нанести ему несколько ударов. Но в этот момент Алисия достала священный меч и нанесла удар Классу один раз. Класс был ранен, и великий мудрец понял, что это был герой-убийца.
Халк воспользовался возможностью сбежать с меньшими потерями, но Алисия была под контролем мудреца. Он украл священный меч и зашел Халку за спину, чтобы нанести ему один удар. Халк испытал мучительную боль от этого удара. Хотя удар пришелся только в плечо, он почувствовал, что это смертельная рана. Халк отбивался, но мудрец превратился в тень, как Нетти. В этот момент Лёс проснулся и схватил меч, бросаясь сломать священный меч и лишить жизни великого мудреца. Король уже собирался отдать приказ, когда Клис метнул свой меч прямо в его голову. Но ему все же удалось приказать меньше, чтобы лишить Хелка жизни. Лёс подошел к нему со сломанным лезвием меча в руке, но Лёс только извинился за то, что всегда доставлял неприятности своему старшему брату, а затем ударил себя ножом в шею и умер. Халк был очень зол, и когда он услышал, как старшие сказали, что Сиэлес просто бесполезен, Халк пришел в ярость. Он излучал темную ауру, которая заставляла всех дрожать от страха. Халк теперь был похож на монстра, но именно Алисия помогла ему успокоиться. Она извинилась за то, что ее меч причинил страдания обоим братьям-Халкам. Он действительно хотел сказать, что это не ее вина, но потерял сознание. Пробужденные воины восстали, чтобы сражаться. В своем сне он вспомнил, как бил дворян, чтобы те меньше помогали. И когда братья возвращались домой, он спросил Лёса, чтобы тот хотел съесть, но Лёс уже ушел. Хака вернулся домой и увидел перед собой только ту сцену, которая произошла ранее. Он винил себя за то, что всегда говорил красивые слова, но никогда по-настоящему не мог защитить класс. Хелк очнулся после долгого периода бессознательного состояния и не знал, где все находятся. Он, спотыкаясь, выбрался из пещеры и встретил двух охотников за головами. Он услышал, как они рассказывали о том, как его товарищи по команде сражались насмерть, чтобы он смог сбежать. Хелк смутно помнил и знал, что был свидетелем их смерти, находясь в полубессознательном состоянии. Несмотря на насмешки двух охотников, он не мог возразить, потому что это правда, что он ничего не мог сделать, пока его товарищи по команде сражались. Какой смысл было тратить силы на борьбу с сотнями монстров, если он не мог защитить человека, которым дорожил? Но потом до него дошли слухи, что его товарищи по команде все еще находятся в заключении, ожидая дня публичной казни. Зная, что у него все еще есть шанс, он снова воспрянул духом и немедленно отправился в путь. В прошлом, когда Алисия набирала Халка в команду, она всегда видела в нем человека, готового помочь своим товарищам по команде, и он ни разу не был мрачен. Его лицо всегда сияло улыбкой и излучало позитивную энергию для всех. В этот момент Халк вернулся в Капитолий, и там за ним охотились воины в поисках награды. Но ему было все равно, и он быстро расправился со всеми, кто преграждал ему путь назад. Убегая назад, он вспомнил, что произошло, пока он был без сознания, что все его товарищи по команде решили остаться и сражаться до конца, чтобы выиграть время для его побега. Зел попросил молодого человека в белом плаще найти Хелка и извиниться от его имени за то, что он допустил, чтобы все дошло до этого. Рана Хелка снова открылась, но он все еще продолжал наступать, а перед ним были пробужденные воины со своим командиром. Хелп уверенно бросился на командира, который был довольно быстр и отбивался. Он позволил командиру нанести себе рану, а затем схватил его за голову, чтобы нанести удар. Парень еще не успел упасть и повернулся, чтобы продолжить бой. Пока он сражался, Хелк вспомнил, что Алисия была рядом с ним до самого конца, так что он не мог сдаться. В конце концов, он в одиночку уничтожил всех этих пробужденных воинов. Они были уничтожены, а помощь продолжалась. В это время Алисию собирались публично казнить. Командир, которому она ранее бросила вызов, все еще переживал из-за этого инцидента и горел желанием посмотреть на ее казнь. Он спросил ее, что она чувствует, когда ее проклинают люди, которых она когда-то спасла, и что скоро ее товарищи по команде последуют за ней. Она хотела умолять за своих товарищей по команде, но это было бессмысленно. Однако как раз в тот момент, когда они собирались действовать, удар палачей пошел в разнос, потому что он почувствовал, что его душит сильное давление. Это было темное и подавляющее господство, которое излучал Халк, которое распространилось по всему пути сюда, и в этот момент он также прибыл к воротам города. Место казни. Каждый мог только съежиться от страха перед его превосходством. Он схватил командира за голову и спросил, не он ли причинил вред его товарищам по команде. Командир обвинил граждан, в то время как граждане из страха обвинили его. Хелк, взбешенный этой сценой, отшвырнул командира, а затем спас Алисию. Он хотел забрать ее в царство демонов, чтобы начать новую жизнь вместе со всеми. Но отец Эми нашел их и признал, что Халк действительно был за пределами их воображения. Он выиграл, найдя надежду, но и проиграл, вернувшись сюда.
Появился снежный занавес, и он сообщил им, что началось действие заклинания трансформации, изобретенного великим мудрецом, и что Клес бессмысленно погиб, не сумев остановить это заклинание. Люди начали трансформироваться, и он объяснил, что в отличие от Хелка и Клёса, которые пробуждались естественным путем, это вынужденное пробуждение приведет к тому, что тела людей не смогут адаптироваться, что приведет к резким физическим изменениям и потере рассудка. Алисия тоже начала подавать признаки жизни, оставив Хелка в растерянности, не зная, что делать. Он не смог защитить ее. Но скоро снежный покров накроет всех жителей королевства и превратит их в марионеток короля. Он посоветовал Хелку уйти, если он не хочет сражаться со своими старыми товарищами. Халк взял Алисию на руки и побежал, пытаясь найти место, куда не смог бы добраться снег, но она сказала, что уже слишком поздно, и Халку следует оставить ее и бежать. Халк не хотел, чтобы это случилось, но Алисия уже начала трансформироваться. Она не хотела, чтобы кто-то видел ее уродливую трансформированную форму, поэтому она попросила его использовать сломанный меч, чтобы покончить с ней, но он отказался. Он всего лишь хотел, чтобы она жила, поэтому даже если она трансформируется и станет его врагом, он примет это, пока сможет увидеть ее живой. Она беспокоилась, что Халк не узнает ее, когда она трансформируется, но он верил, что несмотря ни на что, он всегда узнает ее. Поэтому он умолял ее не сдаваться так легко. Алисия приняла желание Халка и попросила его улыбнуться, потому что ей нравилась его улыбка, и если они когда-нибудь снова встретятся, она хотела, чтобы он улыбнулся ей еще раз. Сейчас он вспоминает, что был настоящим эгоистом, когда не оборвал жизнь Алисии тогда. Отец Эми тоже считал, что он поступил глупо, не выполнив желание Алисии. Позже он также встретил Зела в человеческом обличье. Но хотя Зел сохранил свой разум и облик, он погрузился во власть и утратил свою прежнюю добрую натуру. После этого он снова встретил Зела в человеческом обличье. Но хотя Зел сохранил свой разум в форме, он был подавлен властью и потерял свою прежнюю добрую натуру. Верми думал, что если они смогут убить короля, то смогут справиться и с героями, но Хелк, конечно же, подумал об этом. Он снова встретил великого мудреца, который рассказал, что пробужденным нужна способность короля манипулировать ими, чтобы контролировать их. Если король умрет, эти безмозглые воины просто сойдут с ума, убивая все подряд. Хелк в гневе бросился бить мудреца, но это было бесполезно, так как он постоянно уворачивался. Он также сообщил, что Сиэлес не был мертв, а находился в вегетативном состоянии, потому что сломанный меч в то время не полностью убил Сиэлес. Поэтому он смог спасти его и позволить Сиэлес воспитывать этих отвратительных существ. Вещи там внизу. Халк в гневе высвободил всю свою силу и одним ударом в воздухе снес половину тела мудреца. Но он все еще был жив и знал, что Халк по-прежнему представляет большую угрозу. Он создал заклинание телепортации и отправил его далеко-далеко. Вот так он и попал в мир демонов. Он был очень разочарован тем, что не смог никого спасти. Верми не был уверен, сможет ли он сразиться со своими старыми товарищами. Но Хелк верил, что он сражается не только за уничтожение людей, но и за защиту народа демонов. Когда он потерялся здесь, именно Кен нашел его и привез в свой город. Местные жители относились к нему хорошо, хотя и знали, что он брат героя, убившего короля демонов. Верми понял вторую причину, которая помогла ему сражаться, поэтому он снова вручил ей меч и попросил об одолжении. Он сказал, что когда он разозлится и потеряет контроль, то не сможет отличить друга от врага. Поэтому он хочет, чтобы Верми использовал святой меч, чтобы покончить с ним, если он слишком сильно потеряет контроль и навредит демону. Изначально он намеревался отдать его Азуре, думая, что такой небесный король, как Азура, заслуживает большего доверия. Но теперь рядом с ним только Верми. Она решила встать и раскрыть свою истинную сущность, как одного из небесных королей. Она приняла сломанный меч и посоветовала ему не делать этого. Бороться с мыслью о смерти, но бороться с мыслью о выживании и преодолении. После этого Халк повеселел. Сейчас мы познакомимся с девушкой по имени Гарпия. Она входит в поисковую команду, посланную Азурой. Группа Верми сейчас села на поезд, чтобы быстро вернуться, и вскоре поезд прибыл и забрал всю группу. По дороге Хелк и Верми играли в карты, а Крошка с любопытством поднялась в комнату машиниста. Крошка случайно встретила девочку Гарпию, и они поприветствовали друг друга. Вскоре после этого, когда они были недалеко от города, Верми испепелил довольно сильного монстра, который сеял здесь хаос. Пиви подобрал камень, упавший с монстра, и продолжил свой путь. Позже они втроем встретили старика, который был мэром. Он сообщил им, что недавно здесь появилось ужасное чудовище, и все, кто столкнулся с ним лицом к лицу, потерпели неудачу. Он нанял несколько последних воинов, и завтра они придут, чтобы разобраться с чудовищем. Так что если эти двое все
все еще хотят сохранить свои жизни, им следует уйти пораньше. Но Верми сказала, что она уже разобралась с этим. Он ей не поверил и подумал, что она дурачит этого старика. Но проходившие мимо воины сказали ему, что монстр мертв, и весь город устроил вечеринку. Пока группа Верми наслаждалась вечеринкой, Гарпия нашла дорогу сюда и рассказала, что из-за этого монстра только ей с поисковой команды удалось добраться сюда. Услышав, что с Азурой все в порядке, Верми почувствовала некоторое облегчение. Верми знала, что теперь Гарпия может забрать только ее и крошку обратно. Это не поможет, но Азура наверняка предвидела это. Гарпия достала письмо, которое отправила Азура, и он хотел, чтобы они обе отправились атаковать Южный замок. Азура теперь сказала хану, чтобы люди сражались в обороне, потому что они не те, кто будет иметь дело с королем. На плечи этой несчастной пары ляжет тяжелая ответственность. Пробужденные воины снова напали на армию демонов и были неоднократно разбиты. Кен хотел, чтобы обе стороны помирились, но Эдди отказался, потому что ненавидел этих болтливых парней. Но Хуга вступила в битву и сказала, что она тоже ненавидит таких болтливых парней, как Кен. Но больше всего она ненавидит тех, кто всегда находит оправдание своим недостаткам и слабакам, как Эдди здесь. Она снова отрезала крылья Эдди, но лучник, стоявший сзади, застрелил Эдди, чтобы он мог быстро прийти в себя. В данный момент хан не уверен в плане Азуры, так как никто не знает, когда они найдут Верми, и последует ли Хелк за ней по-прежнему или нет. Но Азура предусмотрел все возможные варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств, и отчасти потому, что он хочет сохранить этот статус-кво, чтобы собрать больше информации. Поскольку он чувствует, что на стороне армии людей есть кто-то, обладающий силой, сравнимой с помощью, и только этот человек может победить генерала жертвоприношений этого замка. На данный момент им нужно дождаться информации от сотрудников. Она сообщает, что провести разведку довольно легко. В замке полно путей к отступлению без наблюдения. На рынке полно консервированных продуктов длительного хранения, из которых она может выбирать, а охрана настолько слаба, что с таким же успехом ее там могло бы и не быть. Однако собирать информацию сложно, потому что ей мало с кем можно поговорить. Затем она пошла прогуляться по переулку и обнаружила, что кто-то приближается, поэтому спряталась за ближайшим углом. Группа Эдди проходила мимо и обсуждала стратегию своей следующей атаки. Но через некоторое время женщина с луком внезапно что-то заподозрила и сказала всем, чтобы они случайно не раскрывали свою стратегию. Мужчина в плаще разволновался и пригрозил сжечь весь район дотла, что вынудило Станта быстро сбежать. Она отползла в сторону, и когда услышала, что он сказал, что это шутка, она потеряла бдительность, но затем действительно был брошен огонь, заставивший ее отступить и упасть на землю, где в классе занимались выращиванием яиц. Она упала на эту кучу, так что не пострадала, но солдаты пришли на поиски и заставили ее заползти в ближайшую дыру. Затем она спустилась в канализацию и использовала очки ночного видения, чтобы найти выход. Она почувствовала легкое дуновение ветра и поняла, что в стене есть потайная комната, поэтому открыла ее. Затем она нашла комнату, где хранилось довольно много записей, так что она планировала когда-нибудь использовать ее в качестве убежища. Затем я вышел в коридор. Приближались солдаты, и она никак не могла найти способ снова открыть дверь. Но, к счастью, эти солдаты были довольно неуклюжими, так что она легко проскользнула через их слепые зоны и сбежала. Затем она застряла в коридоре, где с обеих сторон шли люди. Она быстро спряталась на потолке. Отец Эми проходил мимо и заметил остановку, но ничего не предпринял. Так что Эсте выбралась через окно и с помощью железных когтей взобралась на стену. Куда бы она ни пошла, везде появлялись солдаты, так что она никуда не могла попасть. А потом, когда солдаты снаружи уже собирались ее найти, ей пришлось проскользнуть в пустую комнату. Но сразу после этого ее обнаружила Эми. Эми подумала, что она мальчик, и спросила, как она сюда попала. Эстель солгала, что она иностранка и заблудилась здесь. А та уже собиралась уходить, когда Эми захотела, чтобы она осталась, потому что она всегда была заперта здесь и могла разговаривать только со своим отцом. Сразу после этого кто-то принес закуски, так что Эми спряталась и получила еду от солдат. Затем она поняла, что Аста женщина, и удивилась, почему Аста пришла сюда. Аста также не понимала, почему Эми была такой беззаботной, как будто не знала, что снаружи идет война. Затем Аста попросила у Эми чашечку кофе, потому что ей нужен был кофе, чтобы активировать телепатию. Затем Иста услышала эту историю и была потрясена до такой степени, что чуть не упала навзничь, потому что ее сестра была слишком безрассудной. Но как бы то ни было, Оста, похоже, все еще доверяла Эми, потому что заметила, что Эми очень любит поболтать, и она могла бы получить от Ами какую-нибудь информацию. Астео сказала, что свяжется с ней снова, когда у нее будет больше информации, а затем отключилась. Верми нашла двух оставшихся членов поисковой команды и попросила их сообщить об этом Азуре и напомнить ему, чтобы он был осторожен с людьми, потому что сейчас с ними нелегко иметь дело. Группа Зелла сейчас атакует замок другого лорда-генерала демонов. Несмотря на то, что они были атакованы неожиданно, этот замок изначально очень хорошо охранялся, так что он мог легко справиться с неожиданностями. Поэтому
поэтому устраивать засаду на них было нелепо. Все их солдаты – элитные войска, поэтому они не проиграют людям. Но Зел уверен, что у армии людей есть способ справиться с этим. И сразу после этого пришли срочные новости о стаде монстров на юге, которая мчалась на них с 30 существами, и были даже монстры из Нового Света. На северо-западе также появились монстры в количестве 50 существ. Так что генерал понял, что эти монстры были заманены сюда людьми. Но не совсем так, потому что Зел рассказал, что люди нашли способ создавать гнезда монстров. И монстры нападали на места с сильной магией, такие как эти замки с защитными барьерами от ядов. Генерал не мог поверить, что люди могут овладеть магией такого высокого уровня. Много лет назад, когда Клес отправился побеждать короля демонов, Зел изо всех сил старался следовать за ним. Зел столкнулся с верховным жрецом, который думал, что они только помешают Клесу, если пойдут к нему сейчас. Но Зел был готов пожертвовать собой, чтобы помочь Клесу, поэтому священник показал Зелу то, что он только что создал. Он рассказал, что создал запрещенное заклинание, а затем случайно вызвал монстра. Теперь, возвращаясь к настоящему, Зел должен был признать, что армия этого замка действительно была очень сильной, все еще не нарушая строй. Несмотря на то, что сражалась с десятками тысяч подобных монстров, но это была их возможность. Однако в этот момент на них обрушился шквал стрел, и тем, кто устроил это царство стрел, была Азура. Армия людей не ожидала этого, так что теперь у армии демонов был шанс контратаковать. Тот генерал заявил, что армия людей должна быть готова к наказанию вместе с монстрами. Однако Зел рассказал, что именно это и было их намерением с самого начала. Они намеренно заманили Азуру сюда, чтобы великий мудрец мог взять войска и атаковать замок, который группа Азуры так долго пыталась отбить и защитить. Отсутствие 4 небесных королей сделало замок более уязвимым, чем когда-либо. Один за другим самые элитные воины этого места терпели поражение. Лысый мужчина смог наложить всего несколько защитных заклинаний, так что великий мудрец легко одолел его. Как раз в тот момент, когда он подумал, что эта атака была слишком легкой, появился Хугай и нанес ему удар по лицу. Он думал, что она не сможет победить его в одиночку, но он никогда не узнает наверняка, пока не попробует. Он постоянно стрелял молниями в Хугу, но она довольно ловко уворачивалась. Однако, когда она собралась атаковать, он обошел ее сзади и сбил с ног ударом ладони. Но она отскочила назад и схватила его за руку. Он признал, что она отличается от других солдат, так что он отнесется к ней серьезно. Затем он вытащил свой меч, чтобы сражаться, и несмотря на то, что его рука была отрезана, он смог отрастить ее заново. Но Хуга не ожидала, что он сможет восстановить и свой меч, поэтому она потеряла руку из-за него. Эдди, который в то время сражался с другими, услышал, что Хуга здесь, и побежал ее искать. Сейчас она была истощена, и великий мудрец знал, что ее способность к исцелению была обусловлена использованием накопленной в ее теле энергии для регенерации. Конечно, у него было то же самое, но он все еще был полон энергии, в то время как Хуга был измотан. Эдди бросился сражаться с Хугой, чтобы великий мудрец мог сосредоточиться на своей первоначальной цели добыть камень барьера. Он уже вошел внутрь и собирался коснуться камня барьера, когда внезапно появились корни дерева Азуры. Он все это время был здесь и ждал, когда он придет. Со стороны Зела Азура была просто подделкой. Азура всех водила за нос. Но он знал кого-то еще более хитрого и лживого, чем он сам, и это был великий мудрец. Он мог использовать магию телепортации нового мира, а также был тем, кто прикончил короля демонов и генерала, защищавшего этот замок до последнего вздоха. Он признал, что Азура была права, и подумал, что эти двое были глупцами, раз призывали к миру, даже когда были при смерти. Азура не испугался его, когда он атаковал корнями деревьев, а затем поймал ритм его телепортации, чтобы схватить его за ноги. Он метнул копье, но мудрец телепортировался в сторону и выстрелил в него магией. Азура легко поймала копье и метнула его обратно в него, отчего он стал выглядеть ненормальным. Он думал, что даже если Азура убьет его, он воскреснет. Но не пытайся перехитрить Азуру. Он очень хорошо знал, что если бы у него была такая простая способность к воскрешению, он бы раскрыл себя раньше. Более того, если то, что он сказал, было правдой, то когда он понял, что это ловушка, он бы нашел способ умереть, чтобы спастись. Но не волнуйся, он не стал бы убивать его быстро, а избил бы до полусмерти, а затем посадил бы в тюрьму для допроса. Он увидел, что Азура уже не тот, что раньше. Он знал о славных временах Азуры. О временах, когда 10 королевств людей и империя демонов постоянно находились в состоянии войны. Жил-был человек с мечом, который был кошмаром всего человечества, лично пронзивший 10 героев. Да, это была Азура. Конечно, он бы его не запомнил, потому что в то время он был всего лишь одним из 100 солдат смешанной расы, которых безжалостно убила Азура. Но он очень четко помнил образ Азуры. Страх перед Азурой въелся в его сознание в то время, и он мог только склонить голову в страхе и притвориться мертвым, ожидая, когда Азура уйдет.
Многие люди тоже притворялись мертвыми, но затем поддавались яду царства демонов. Но ему посчастливилось пробудиться и приспособиться к яду, и теперь он может жить вечно. Однако его конечная цель не отомстить Азуре, а создать новый мир. Азура знает, что он намерен уничтожить почти все виды, и он также рассказывает, что прожил более 1000 лет и исследовал множество вещей только для того, чтобы снова встретиться с Азурой. Он изначально знал, что это ловушка, но все равно вошел в нее, чтобы преодолеть свой страх перед Азурой. И теперь он верит, что он сильнее Азуры. Азура изменил свое мнение и больше не хочет его захватывать и допрашивать. Он разберется с ним прямо здесь. Возвращаясь к судьбоносной битве между Хуго и Эдди, Эдди всегда был тем, кого побеждали. Так что сегодня он чувствует себя неуютно из-за того, что может сражаться с таким преимуществом против нее. Но она все еще думает, что Эдди совсем не стал сильнее. Даже несмотря на то, что она получила такую травму, он все равно не может получить над ней большого преимущества. После бесчисленных поражений Эдди стал зависимым и хочет вечно соревноваться с Хугой. Когда он произносит какие-то непонятые слова, которые звучат как флирт, Эдди внезапно проявляет застенчивость, как молодые люди, только что влюбившиеся друг в друга, оставляя Хугу застывшим и сбитым с толку. Каким-то образом Эдди начал возвращать себе свои личные эмоции вместо того, чтобы слепо следовать приказам короля по уничтожению демонов. Он изменил свою личность и, похоже, вернулся к своему прежнему «я», доказав, что избежать контрольного заклинания короля вполне возможно. Возвращаясь к разговору, направленному на извлечение информации из пребывания, она прямо заявила, что хочет получить аудиенцию у короля. Поэтому ей нужно знать кое-какая информация о нем. Несмотря на то, что Эми было приказано не разглашать ничего связанного с королем, она все же пообещала показать его местонахождение при условии, что Рагу возьмет ее с собой, так как она устала изо дня в день сидеть взаперти в своей комнате. Несмотря на то, что Ами была старой знакомой двух братьев, она ничего не знала о том, что произошло. В том числе о том, что люди пробудились и по большей части потеряли свою человечность, или о войне с расой демонов. Потому что она ничего не знала. Эми всегда чувствовала себя неловко. Она искренне надеялась пойти куда-нибудь поужинать с Селес и Эйчк, как в старые добрые времена. Увидев Эми такой жалкой, Эстер была тронута и пообещала позже сводить ее на встречу с Эйчк, чтобы отведать вкусную еду, которую он готовит. А пока Эстер поможет Эми сбежать в город под замком. Во время их побега Эми раскрыла свой талант, не только благодаря своим превосходным физическим навыкам и умению перепрыгивать через стены, но и обладая уникальной силой, которой обладают только те, кто естественным образом пробуждает свою силу, для рассеивания различных видов энергии на обширной территории через снежную завесу. В этот момент Эста также осознал, что девушка, которую он вел, безусловно, была важной фигурой, которая сильно повлияет на исход битвы с людьми. Внезапно, когда ее сознание начало затуманиваться, Эми захотела вернуться в свою комнату. Она начала не понимать, как она сюда попала. В то же время кто-то приближался, и Астаф убежал. По какой-то странной случайности они случайно оказались в комнате короля. Он тут же манипулировал Эми и напал на незваного гостя, но подоспел отец Эми и помешал королю безрассудно контролировать свою дочь. Он также узнал в гости демона, проникшего в замок, которого он почувствовал раньше. Зная, что на этот раз ему вряд ли удастся сбежать, Аста отчаянно пытался убить короля, надеясь положить всему конец. Но в присутствии отца Эми Асте было трудно достичь своей цели. Пробужденные воины легко подчинили ее себе, и отец Эми предупредил ее, чтобы она не была настолько глупа, чтобы убивать короля. Потому что пробужденные люди, как только освободятся от контроля короля, станут существами, которых никто не сможет контролировать. Отличается от монстров только тем, что умеет убивать безумно. На самом деле, когда король умрет, это может остановить продвижение страны людей, но это создаст другую опасность, гораздо более страшную. Короче говоря, царство демонов в настоящее время находится в состоянии ожидания уничтожения, если не по одной причине, то по другой. Возвращаясь к битве между Азурой и Великим Мудрецом. Несмотря на то, что его избивали до полусмерти бесчисленное количество раз, мудрец каким-то образом все еще отказывался умирать. Чтобы спасти ситуацию, которая вот-вот должна была закончиться катастрофическим поражением, он немедленно уничтожил талисманы, связывающие контроль короля над пробужденными воинами, позволяя им эволюционировать в монстров, наследующих силу новый мир. Если бы это было всего лишь несколько монстров, они бы точно ничего не смогли сделать с Азурой. Но со всеми пробужденными воинами, которые эволюционировали, было действительно чрезвычайно трудно справиться. Он беспокоился, что пока он сдерживает мудреца, армия расы демонов может не выдержать,
Поэтому Азура приказал всем войскам отступить к первому замку, чтобы избежать больших потерь. Он один остался бы здесь, чтобы справиться со всеми монстрами Нового Света и с этим мудрецом, но он был уверен, что скоро достигнет своего предела. После того, как армия демонов ушла, монстры также хлынули на территорию под замком. Монстр, который чуть не лишил жизни Кюгу, был перехвачен Эдди, который вмешался, чтобы спасти ее. Эдди по-настоящему проникся к ней чувствами после бесчисленных соревнований, поэтому он не хотел, чтобы Хуга лишилась жизни. Наблюдая за окрестностями в ожидании возможности уничтожить Азуру, мудрец обнаружил, что Эдди развил свою ментальную силу до такой степени, что смог противостоять контрольному заклинанию. Он расплылся в зловещей улыбке. Что касается Эдди, то восстановление его эмоций помешало ему превратиться в монстра. Эдди было горько видеть, как его соотечественников эксплуатируют и превращают в отвратительных тварей. Зная, что Азура все еще находится под замком, Хуга попросил подвести его туда. Когда его попросил о помощи противник, которым он восхищался, Эдди с радостью согласился помочь. Однако в очередной раз внезапно появился мудрец и напал на него. Прекрасно понимая, что даже если они объединят усилия, у них не будет шансов победить его, Эдди хотел, чтобы Хуга покинул первое место. Мудрец давно предвидел, что эта ситуация с Эдди произойдет сегодня, поэтому он специально подготовил план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это была техника, которая лишала его душевных сил. Не в силах оставить человека, который только что спас ей жизнь, на произвол судьбы, Хуга отчаянно пыталась вмешаться, но затем была поймана он. Собрав остатки душевных сил, Эдди напрягся и отрубил мудрецу руку, чтобы спасти ее. Воспользовавшись случаем, Куба разрубил его на сотню кусочков. Проблема заключалась в том, что Эдди постепенно впадал в неконтролируемое состояние. Пока он еще мог, Эдди прислал свои извинения и выразил надежду, что Хьюго не умрет, и что в один прекрасный день придет Халк и положит всему конец. Будучи полностью поглощенным властью, Эдди улетел, чтобы выполнить указание манипулятора, которое состояло в устранении Азуры, которая была убита. Я все еще был занят с вышедшими из-под контроля эволюционировавшими воинами. Несмотря на то, что он не достиг своей первоначальной цели, и ему даже пришлось пожертвовать бессмертными воинами, мудрец был вполне удовлетворен тем, что смог победить Азуру. Препятствие, преграждающее путь к рождению его нового мира. Единственным оставшимся препятствием был Хелк, пробужденный, обладающий сильнейшей силой героя. Хотя он и не смог победить Хелка, у него было множество коварных планов, так что остановить его было слишком просто. Боль и незащищенность человечества уже давно были у него на ладони. Когда ему приходилось уничтожать своих бывших товарищей, его, несомненно, переполняли эмоции. Возвращаясь к приключениям в стране людей из четверки обстоятельств, поскольку они все чаще приближались к Земле, населенной множеством монстров, разведывательные способности Гарпии были бы очень полезны, потому что в ближайшем будущем им придется сильно полагаться на Гарпию. Ей всегда уделялось первоочередное внимание, чтобы отдохнуть и восстановиться. Верми планировала отправиться на военную базу в южной части страны людей, чтобы собрать больше ресурсов. Они оба знали, что если объединят свои силы, то наверняка смогут справиться с королем. Но после этого проблема будет заключаться в уничтожении всех вышедших из-под контроля воинов. Впереди ждала жестокая битва, и Верми не мог позволить Халку думать, что он должен справиться совсем в одиночку. Поэтому Верми вызвался справиться с крылатыми воинами и поручил ему устранить короля и его семью. Мудрец. Верми сделал это по сути для того, чтобы Халк не испытывал эмоционального потрясения при встрече со своими старыми товарищами. На следующее утро на базе, к которой направлялась группа Верми, они попали в засаду крылатой армии. Группа Верми все еще ничего не знала, когда внезапно девушка из команды разведчиков была ранена и прилетела сообщить об этом. Руководителем этого нападения был отец Эми. Изначально он прибыл сюда, чтобы найти Хелка, но неожиданно наткнулся на группу демонической расы. Он приказал устроить резню и не оставлять никого в живых. Верми подозревал, что это наступление определенно было направлено против Хека. Люди тоже боялись его и хотели, чтобы он потерял контроль и выбыл из боя. Верми также опасался, что Халк сойдет с ума. Но она все равно старалась сохранять спокойствие, чтобы вести его за собой, и когда она увидела, что Халк готов двигаться вперед, она поверила, что с ним все будет в порядке. В тот день, когда Халк снова встретил Эдди в замке короля демонов, он также столкнулся с мудрецом. Вот почему он так долго отсутствовал. Что касается него, то он только что сообщил отцу Эми, что был поражен силой Азуры, потому что тот довел его до такой степени. Но Халк также был проблемой, требующей большего внимания, потому что его негодование дало бы ему силу, во много раз превосходящую силу Азуры. В тот раз он появился перед Хелком, рискнув взять немного его крови, чтобы остановить технику слежения, подобную Азурасу. Следовательно, отец Эми знал позицию, где можно перехватить ХК для атаки. Вскоре после этого ХК и Верми перехватили армию, и ХК выступил вперед, чтобы встретиться лицом к лицу с дядей, который спас его и Клёсса много лет назад. Дядя прямо сказал, что пришел сюда, чтобы заставить ХК потерять контроль и вывести его из боя,
но если он сдастся и вернется, то ничего бы не случилось. Он все еще верил, что независимо от того, что сделает Хелп, у него с товарищами не будет мирного будущего. Он должен просто уехать куда-нибудь и прожить в уединении остаток своей жизни. Никто не будет его винить, и он больше не будет страдать. Но Хелк был непреклонен в своих желаниях, чтобы он противостоял своему дяде со всей силой, которая у него была. Его дядя начал объявлять войну и приказал солдатам идти в атаку. Верми тоже присоединился к ним и хотел уменьшить нагрузку на Халка. Затем он доверчиво позволил ей поддержать себя, и она подошла к дяде лицом к лицу. Дядя знал, что если он сможет справиться с ней, Халк наверняка снова потеряет контроль. Она чуть не получила удар, от которого у Халка ёкнуло сердце, но Верми сказала ему, чтобы он не думал о том, что она проиграет. Он достаточно хорошо знал, насколько она сильна, поэтому ему следовало сосредоточиться на своем сопернике. Сказав это, она продолжила призывать огненных демонов, чтобы поддержать бой. Дядя не знал, кто такой Верми, который мог так легко успокоить Хэка. Внезапно мимо Верми пролетела стрела, но она поняла, что она была направлена в Хэка, и предупредила его, чтобы он был осторожен. Он поймал стрелу, и человек, который выпустил эту стрелу, определенно должен быть ей знаком. Она знала, что это был кто-то, кого Хелп знал, и дядя также приказал воинам целиться в нее. Поэтому она сказала Хелпу позаботиться о его делах, пока она может справиться сама. Она продолжала стрелять, чтобы оттеснить воинов, но инстинкт подсказал ей отступить, потому что сразу после этого в битву вмешался дядя. Они оба сражались, утверждая, что лучше всех понимают Халка. Тем временем Халк подошел к той девушке. Она выхватила сломанный меч и бросилась на него, но он просто отразил удар с улыбкой на губах, как и обещал. Да, он понял, что это его Алисия. Дядя сообщил Верме, что черная аура, постоянно разливающаяся по полю боя в этот момент, это отчаяние и агония Халка. Это агония от необходимости убить того, кого он любил, своими собственными руками. Халк снял шляпу перед Алисией и извинился за свой эгоизм в тот день. Он хотел освободить ее, положив конец всему. Хака вытащил свой меч, в то время как Верми пытался подбежать к нему, чтобы помешать Хака предпринять какие-либо действия. Но дядя не позволил этому случиться. Он подумал, что она должна позволить Хака прекратить его собственные страдания, позволив ему действовать, а затем потерять контроль. Но Верми подбежала к нему и выхватила настоящий священный меч, чтобы нанести удар по лицу дяди и пройти мимо. Дядя понял, что Хака передал меч расе демонов, но теперь он успокоился. Верми подошла и начала просвещать Хака. Она хотела спасти человечество с помощью Гонконга, а не уничтожайте его. И у Эдди, и у Алисии появились признаки того, что к ним вернулось самоощущение вместо того, чтобы терять контроль над собой, как Зелли. Ей удалось убедить Халка, и теперь она могла спокойно сражаться, не беспокоясь больше ни о чем. Она верила, что ведьма посоветовала ей сделать правильный выбор, и она верила, что это был ее собственный выбор. Потому что если она поможет Хелку уничтожить человечество, он никогда больше не сможет улыбаться. Но если она поможет ему спасти их, Хелк сможет приободриться, и у нее на душе станет легче. Дядя подумал, что ее слова были нереалистичными, потому что этих воинов было уже не спасти. Но Верми утверждала, что нет никаких доказательств того, что их нельзя вылечить. Если это не сработало один раз, попробуйте еще раз. Но он сообщил им обоим, что замок пал, и Азура пожертвовал собой. В то время как численность его армии продолжала восстанавливаться, у демонов все еще оставался шанс выиграть эту войну. Однако Верми сказал, что Азура был крепок как гвоздь, так что он не умрет даже во сне. Она слышала новости о смерти Азуры бесчисленное количество раз, но каждый раз он был все еще жив. Если бы она не убедилась в этом собственными глазами, она бы не поверила, что Азура мертв. И действительно, Азура была все еще жива в этот момент, так что Верми подумала, что ей не нужно беспокоиться об Азуре. Дядя в какой-то степени догадался о личности Верми, в то время как Хэка решил выступить вперед, чтобы сразиться. Но он повернулся и ушел, полагая, что как бы сильно они ни старались, однажды они поймут, что все это бессмысленно. Верми извинилась за то, что изменила решение Хелка, но он не расстроился, а даже обрадовался, потому что она возродила в нем надежду спасти всех. На следующее утро Азура проснулась, и со стороны Верми они отправили кого-то обратно, чтобы доложить Азуре, пока она будет идти в больницу. Замок, который ранее подвергся нападению армии Зела. Азура только что узнала от Исты, что Верми в безопасности и скоро вернется, а подробности уничтожения их южной базы были изложены в письме Верми. Азура была очень рада видеть, что Верми хочет спасти человечество. Тем временем за группой Верми уже кто-то приехал, чтобы забрать их. Она спросила, как дела у Азуры, и узнала, что, несмотря на многочисленные травмы, он все еще жив и здоров, так что она могла быть спокойна. Верми и Хелк чувствовали себя совершенно спокойно, так что оба могли безопасно добраться до замка короля демонов. Путешествие Хелка все еще продолжается, но оно будет во второй части, которая выйдет в будущем.